Hey, all right, everybody, welcome back to the CPT. Ну что ж, друзья, всех приветствую. Это Capcom Pro Tour 2023, топ-8 для региона Middle East, то бишь Ближний Восток. Соответственно, Ближний Восток представлен здесь, это онлайн-премьер-ивент, и, соответственно, победитель этого турнира квалифицируется напрямую на Capcom Cup. Привет, Евгений. Вот, кто вышел у нас в топ-8? Ну, тут очевидные, на самом деле, фавориты, понятное дело. Это Angry Bird и Big Bird. Они оба вышли по венерам, что естественно. Кто помимо них? Так, помимо них у нас здесь представлены Real MF, игрок за Люка, Фандроид, игрок за диджея по венерам, по лузерам YSFB, Honda, Аму диджей, Медплекс, Джури и Хамуд Ченли. Ну, я, пожалуй, что отмечу здесь еще Хамуда, в принципе. Он может что-то противопоставить этим двоим. Но все равно. И я напомню вам, что поскольку Angry Bird уже заработал свою квалификацию на Evolution, то если он занимает первое место, то получает квалификацию тот, кто займет второе, что очевидно. Так что, ну, в принципе, можно с большой вероятностью сказать, что сегодня возьмет квалификацию Big Bird, но давайте не будем особо так быть капитанами очевидности. Не забывайте, что... Привет, Евгений. Не забывайте, что каждый регион здесь представляет на Capcom Cup минимум 2 человека, потому что еще будет World Warrior ивент в этом регионе Middle East. Вот, это будет на следующей неделе, к слову говоря. Вовсю идут отборочные турниры, и самыми популярными персонажами, что, естественно, в этих отборочных, которые уже, среди игроков, которые уже отобрались, это, конечно же, Люк, это, конечно же, Кен, это, конечно же, Диджей и JP. Вот 4 самых популярных чарков. Остальные представлены, ну, наименьшем составе, скажем прямо. Вот. Но не торопитесь делать преждевременные выводы. Кстати, вот сегодняшние призовые, это на сегодняшний как раз-таки турнир. Вот. И у нас получается еще куча вообще матчей, которые, ну не матчей, а World Warrior ивентов, по которым будет разыгрываться квалификация. Между прочим, вчера свою квалификацию, вчера и сегодня, взяли такие игроки, как Сиан, например, за диджея, Фуда из Японии за диджея тоже, Джо Мироган из Канады за Люка, Джоэл Кевин из США за Люка, Роб из региона Океания, он из Австралии, за JP. Это вот игроки, которые взяли вот последние 2 дня квалификацию на по World Warrior ивентам. Напоминаю, что World Warrior ивенты — это ивенты, которые 8 турниров на каждый регион квалификационных, где люди зарабатывают очки, и 8 лучших игроков этого рейтинга попадают после 8 турниров попадают в финальный турнир, он может быть как офлайновый, так и онлайновый, финальный турнир, который, соответственно, выиграв который, соответственно, человек получает свою путевку на Capcom Cup прямую. Вот такие правила, нехитрые. Помимо этих World Warrior ивентов, там просто огромное количество слотов, и они почти все закончатся 26 ноября, то есть до 26 ноября, с 24 по 26 почти все оставшиеся, там остается только Китай. И получается онлайн премьер-ивенты по каждому региону проводятся. Тут это один турнир, победитель которого сразу получает путевку на Capcom Cup. И 3 офлайн ивента, они все уже завершены, естественно. Это Evolution, это премьер-ивент в Сингапуре и премьер-ивент во Франции. Соответственно, Evolution выиграл Angry Bird как раз таки за Кена.
Гачикун за Рашида взял сингапурский оффлайновый ивент. Ну и, как мы помним, французский оффлайновый премьер-ивент взял Крис Вонг из Гонконга. При том, что Мена Арди был дважды вторым на этих оффлайн-ивентах, на Эволюшене и на премьере во Франции. Притом, онлайн-премьер-ивент в онлайн-премьер-ивенте своего региона Минард не участвовал. То есть он еще пока что не получил свою квалификацию. Ту квалификацию получил Каба, что естественно. У Минарда еще будет шанс получить квалификацию, если он выиграет финал World Warrior ивента. Ну и всегда есть такая вещь, как Last Chance Qualifier. Но там, конечно, конкуренция будет жесточайшая, но это уж... Привет тебе, всем привет, по стритфайту. Вот, мы ждем первую пару игроков. Первая пара игроков это Angry Bird и Real MF. Соответственно, Angry Bird игрок за Кена вообще-то, но здесь он играет за Кэмми. Он может себе позволить играть за Кэмми, просто потому что он уже получил свою квалификацию, и ему не обязательно выигрывать этот турнир. Вот. Вчера он в топ-16 представлял Кэмми. И, в принципе, достаточно легко ею выиграл. Встретится он в первом матче против Real MF, это игрок на люке. Чрезвычайно много люков в этом регионе, просто капец как много, я бы даже сказал. Нет, смотрите-ка, начинаем мы с другого матча, с Биг Бёрда против Фандроида. Биг Бёрд это второй очевидный фаворит этого турнира, естественно, игрок за Марису. Игрок за Марису. Против него Фандроид, игрок за Диджея. Понятное дело, что Биг Бёрд здесь достаточно уверенно пошел по венерам. Привет, привет. 26 лет человеку. Не надо забывать, кстати говоря, что это регион Ближний Восток, и здесь, традиционно не очень хороший коннект, не очень хороший интернет у людей, поэтому иногда вы можете видеть в топ-16, тоже, если вы смотрели, вы точно видели такие странные картины, как дропы просто на ровном, казалось бы, месте, нелепые совершенно. Это не потому, что люди криворукие, а потому что коннект иногда, я бы даже сказал, зачастую оставляет желать лучшего. Здесь порой люди сталкиваются в этом регионе с серьезными лагами. И надо это понимать. Has been killing it lately in the online events, and DJ is strong, but Muscle Mommy shall reign supreme. Мускулистая мамочка задаст жару. Говорит Биг Бёрд, пишет Биг Бёрд. Кстати, до топ-8 не дошел, к сожалению, Вулкана Руса. Он играл за Люка и Гайла. Такой, знаете, представитель старой гвардии, капец. Вулкана Руса, ему там под 40 лет уже, но до сих пор он в файтинге играет. Девятое место он занял. Ну что ж, Мариса против диджея. Конечно, за Марису надо еще умудриться подойти к диджею. Все-таки не надо забывать, что у диджея достаточно адовый зонинг, если он задастся целью отзонивать противника, то, в общем-то, это он может в этом преуспеть. Ответочка от Фандроида. Against me. That is the mindset that you have to have going into this event. If you go in and you look at the все знают, кто такой Биг Бёрд, но я закончу его винстрик. Его винстрик против меня. Ну, вот такие вот заявления, трэш-токи небольшие, и погнали. Погнали. Тут нам напоминают, что также Азия South East онлайн-премьер-ивент состоится уже через неделю. Японский премьер-ивент
будет в декабре уже. Да, до сих пор играешь, но не на турнирном же уровне. Always nice to be able to highlight the people who are putting in work in the local scenes. Yeah. It's not just about the players. It's a lot more that goes into the FGC than just the top players. Ну что ж, ожидаем матча. Напоминаю, что все матчи топ-8 FT3 до 3 побед. Посмотрим, сможет ли что-то сделать товарищ Фандроид. Go. Первый матч топ-8. Поехали. Сразу же начинается проджектайл от Android, что неудивительно. Бросает вперед. Оп, закидывает проджектайлами. Почти завив панишел. Гладиус. Супермен панч. Оу, хотел заантерить, но не доконфермил Android. Это вот то, о чем я говорил, ребята. Не забывайте, что интернет-соединение здесь не очень хорошее. Командник от Бигберда. Так, хороший конферм хотел сказать, но дропнул, к сожалению. Так, есть Perfect Parry от Бигберда, ага. Оп! Perfect Parry, но выпрыгнул из броска. Так, закидывает проджектайлами. Android держит вот эту дистанцию. Он сам приближается, кстати говоря, и не доконфермил. Мог убить уже сейчас, но что-то не доконфермил. Командник, ага. И обидно будет проиграть этот раунд, но ДП на реверсале. Господи, жмет Android, а? Кошмар какой. Так, есть Perfect Parry с этого оверхеда от Бигберда, найс. И дотащил до угла уже. Мид, ага. Так, сейфджамп. Не дает выпрыгнуть Бигберд, держит у угла. О, хорошо, Перри использует Бигберд. Аверхед поблочил, все, это смерть. Нет, не смерть? Ну ладно. Мити, тем не менее, зашло. Если Angry Birds возьмет турнир, то квалификацию получает тот, кто занимает второе место. Так, бросок. Так. Пытается набейтить Android, хороший вивпаниш от Бигберда. Суперку не вкладывает. Ой-ой-ой, красав зашел, а еще и Перри. Командник с Перри. Жмет в углу. Напрягает Бигберд немного своего оппонента. Ой-ой-ой-ой-ой, и все, убивай. Все, это смерть. Найс. Гигантский просто домочище. И это 1-0. Ну, парочку таких непонятных дропов было. Ну, как непонятных? Понятно, точнее. Я объяснил причину этих дропов, не надо удивляться им. Так, бросочек. С драйв-рашем тут же подъезжает Бигберд. Обратите внимание. О, выпрыгнул с командников Android. Поменял сторону. Отлично. Тут же Мити пихает. Но бросает Бигберд. Битва за угол. Командник. Окей. Супермен панч. Гладиус. И бросок. Так, снова использует драйв-раш. Прессинг от Бигберда. О, хорошо сбивает Android. Достает мискрин хороший. Вип-паниш. Ой-ой-ой. Найс бэкдэш от Бигберда. Вы посмотрите, как он прочитал этот бросок, а. Красиво это было. Такой затяжной прыжок прям был сейчас от Бигберда. Командник. Ага. Плюсами жмет Бигберд. Вив-паниш. Он был к этому готов. Все, смерть. Ага. Должно хватить, должно хватить. Бау. Смотрите, дамаг просто сумасшедший от Бигберда. Знаете, первый бой такой разминочный для Бигберда, а второй бой уже он очень уверен забрал. Оп! Налетел Бигберд. Хорошо, хорошо. Оп, антиджамп бросок. Нет, порвал Android. Подъезжает, драйв-рашем. Так.
Имба напрыжечка от фандроида. Ой, как-то драйв раша пропустил. Этот стенд панч Биг Бёрд. Слово подъезжает к команде. ДП. Нет. Причем поглотил армором, ведь Биг Бёрд это ДП при помощи Гладиуса. Матчпоинт. О, боже мой, как промахивается фандроид. И ДП на вейкапе делает еще раз. Биг Бёрд читает это намерение, тащит в угол. Дрифт паниш? Хорош, хорош. И одно попадание нужно. Perfect Fairy есть от фандроида. Так. Ой, опасно, ой, опасно. Так, нет, он теперь не рискнул фандроид. О, хороший випаниш от Биг Бёрда. Все так аккуратно, спокойно, без всякой, без лишней пыли и шума. Уверенные 3-0 в пользу Биг Бёрда, все четко было сделано, и он выходит в топ-3 по минерам. Прямо скажем, никаких проблем не возникло у него. Да, первый раунд там. Один раунд первого боя сумел взять фандроид, рискнув при этом с ДП. Но, тем не менее, уже затем Биг Бёрд просто крайне уверенно отыграл. Мариса это, конечно, про дамаг. Но поскольку она не такой мобильный персонаж, однако вот ее арморчик на Гладиусе многое решает, скажем так. Очень часто, очень прям фандроид рассчитывает на свою ДП. World class for sure, and in winners finals as a result. Не надо забывать, что Биг Бёрд это игрок действительно мирового класса, один из топовых игроков. И, к слову говоря, человек, который занимал на Эволюшене второе место по Street Fighter 5. Напомню, тогда он проиграл Банчану. Because Big Bird didn't even have to show the other looks. It was like, oh, it's going to keep connecting. Good old command grab. Nothing beats rock. Что ж, все довольно уверенно. Все довольно уверенно, довольно четко, довольно быстро. Angry Bird против Real MF. У нас следующий бой. Второй полуфинал винеров. Соответственно, победитель выходит в топ-3 на Биг Bird. Obviously going to be playing the winner of Amu and Yusuf. So maybe a Honda in your future. Could be. Could be that mirror match as well as a DJ for Amu there. That would be pretty interesting. Посмотрим, возьмет ли на этот бой Angry Bird Кэмми, потому что вчера он в топ-16 за Кэмми играл, по крайней мере. Ну а его оппонент игрок за Люка, как я уже говорил. 7,500 players, just whatever it was. Pretty hard. The world's biggest fighting game tournament of all time. Привет. Right. Здесь много было люков, но большинство из них уже поотлетали. Это Вулкана Руста, это Абуд Бой, это Азиз, это Взим. Целых 4 люка отлетели в топ-16 и не дошли до топ-8. Из всех люков дошел только этот, Real MF. Definitely a treat, and like as a Ken player myself, every single time I watch him play, I feel like I learn something new. And it's like every VOD, like a VOD will come. Посмотрим, готов ли он к своему именитому оппоненту. Ну и напоминаю, что Angry Bird это человек, который первый в истории чемпион Эволюшена по Street Fighter 6. Да? Он выиграл Evolution этого года. Причем там, конечно, было какое-то нереальное побоище. Но начинает он, по крайней мере, с Кэмми. Я повторяю, Angry Bird может себе это позволить, потому что у него уже есть квалификация, как у победителя Эволюшена. То есть он заработал свою квалификацию, он может поэкспериментировать, взять там другого персонажа. И вот вчера в топ-16 он играл как раз таки на Кэмми. И сейчас снова Кэмми берет. Ох, если паниш от Real MF. Real.
Так, бросочек. Еще один. Cannon Strike. Еще дайв-кик. Вив-паниш, конечно, есть вив-паниш от Angry Bird с драйв-краша. И кроссап пропускает Real MF и забирает раунд Angry. I gotta tell you, seeing earlier, I like Real MF's neutral game. I thought that was good, but there were individual hits there that didn't add up. Очень быстрый персонаж, очень мобильный, это я про Кэмми. О, хорош, отличный паниш. Шими не стал пихать. Все, нейтрал тут держит Angry Bird, обратите внимание. Притягивает на себя оппонента. Оп. Getting max out of every situation. Yeah, and I love this too. Angry Bird just playing it patient, willing to walk it back, knowing that Real MF is the one who's going to пока что. Because he's so confident in his whip punish. Ах, можно было дайв-панишить Real MF. Джимми, ай-яй-яй-яй. Опоздал немножко. Крауч стать панчами встречает. Ох, нашимил Angry Bird, но... Да, дропнул комбу. Не знаю, может быть, он специально так дропнул, чтобы поменять сторону. И суперку вкачивает он. Найс. Хороший конферм супер с одного хита. Оп. Чуть-чуть хп остается у Реалма. Хорошо встречает Angry Bird контрпокой и, соответственно, забирает первый бой 1-0. Ну, хулиган комбинейшн, ну, конечно, это не самая лучшая тактика, скажем так. Это вот именно что как сетап использовать и то, когда у тебя есть здоровенный плюс там какой-нибудь и так далее. Как сетап, либо как миксап. Но это надо жертвовать комбой, как правило. Почти нашимил Angry Bird. Подъезжает драйв-рашем и... Ой, отличный перфект-перри. А почему не поменял сторону Real MF? Решил в итоге в комбу делать, чтобы плюс получить. Ага. Так, спин. Ой, полез. Так, снова в углу оказывается Реал. Подъезжает драйв-рашем, крауч мид-панчом и супер первого левела. Пау. Хорошо. Так, Sunblast. Есть вид-паниш. Этого дайв-кика. Привет. Крауч мид-кик. Ага. Поблочил все Реал. I think the only other thing I need to see from Real MF here is not a single anti-air has come out. I mean, against Cammy it is difficult because не увлекается зонингом Real MF, понимает, что может за это поплатиться. You gotta look for it. You have to make Angry Bird afraid of the skies. Нету ДП. Spiral Arrow. Ой-ой-ой-ой, как на прыжке пропускает Angry Bird. Хорошо, плюс. Нашимил Real MF. Оп. Оп. Так. Трейс. Ай-яй-яй, задропал. Уже и метра просто не было у Real MF. Прессинг от Angry Bird на выгорание Real MF. И это выгорание может сыграть. Так. Найс! Ждал этого драйв-пакта Real MF и сделал суперку второго левела. Среактил, молодец, 1-1. Sunblast. Хороший паниш через крауч мид кик и ДП на реверсале прожимает Real MF. Это, знаете, хоть раз за бой, но надо рискнуть своей ДПшечкой. Если ты не рисковал своим ДП хоть раз за один бой, значит этот бой прошел напрасно. Меня удивляет, что Real MF, ну, как бы даже не пытается как-то антиерить. Так, плюс. И краучлайт панчи на Оки, на Мити. Ой-ой-ой-ой-ой, как Оки пропускает. Ау, боже мой! И дроп в ответочку, друзья. Не удивляйтесь, такого рода дропы, они есть, потому что это не потому, что игроки криворукие идиоты. Нет, вовсе не из-за этого, а из-за того, что, ну, на Ближнем Востоке не самое лучшее интернет-соединение. Это тот регион, где интернет, ну, как бы такого себе качества. И из-за этого периодически вот у них появляются такие лаги, когда вот очевидные вещи просто дропаются. Ой, нету паниша. Так. Хорошо. Sunblast.
Ох, хорошо достает. Crouch перед панчом Angry Bird. И убивай. Перфекто. Снова не рискует антиэрить. Даже не рискует делать антиэри ЛМФ. Хотя вроде и бейкет Angry Bird. Так. Суперку будет вкладывать? Нет, не стал, не стал. И снова позволяет вот так просто прыгать туда-сюда. И суперку третьего левела всаживает Реал МФ. Это последний раунд третьего боя, поэтому тут уже, конечно, нечего экономить. ДП на реверсале, а вот и Angry Bird начинает рисковать. Ой-ой-ой, хорош, отлично. Еще и драйв Почему он не антиэрит? Не понимаю. Неужели не хватает реакции? Оу! Отличный перфект перри этого спина и убивай. 2-1. Опачки. Так, угроза, пацаны. Ну чё, Angry Bird, будет ли он брать Кена? Время Кена настало? Нет, говорит, не будем Кена брать. Смотрите-ка, Angry Bird все-таки остается на Кэмми. Оп! Так, хорошо. Ах, можно было завифпанчить. Санбласт. Опасно подъезжает драйв рашем, так Реал МФ. Ах, почти контрпукой хотел зацепить крауч мид киком Angry Bird. Так. И опять нету антиэра. Вы посмотрите, он просто не антиэрит вообще никак Реал МФ. Санбласт. Еще. I don't think he's taken any damage yet. It looks like up there at 55 seconds on the clock. He's content to just play it very подъезжает. Очень терпеливый этот самый Angry Bird. ДП на реверсале прожимает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Коннект, пацаны, коннект. Вот так вот оно и бывает, да. Не, все, расконнектился. Все нормально. Продолжаем бой. Но видно, что вот это подлагивание вот это идет. Оно не на ровном месте. О боже. Но слава богу не дропнул. Видите, эти подлагивания не на ровном месте появляются. Хорошо достает Энгри. Мити. Ох, но все-таки не просто так все это там прямо зависало, подлагивало. Вот так вот, а в итоге бой развалился, точнее, развалилось то ли лобби, то ли что. Но опять-таки, да. Не надо удивляться, это все-таки онлайн ивент, поэтому такое бывает. Такое бывает. Хотя на самом деле у Capcom World Tour такое очень-очень редко случается. С учетом того, что все-таки в Street Fighter 6 прекрасный коннект. Но здесь скорее играет роль как раз-таки интернет-соединение. Если я не ошибаюсь, очень часто вот такое, ну, не очень часто, но периодически такое происходит на самых различных турнирах вот этого региона, ближневосточного. Поэтому, ну, как бы не удивляйтесь. Да. Ну, сейчас, наверное, товарищи организаторы из Capcom определят, что делать. Один раз бывало так, что на одном из онлайновых ивентах, по-моему, там, где Каба выиграл, так, это у нас получается Центральная Америка, короче, регион Центральной Америки, я не помню, какое побережье, по-моему, западное, ну, короче, не столь важно. Для региона Центральная Америка там налетел какой-то ураган или что-то такое, и там они прям на середине топ-8, там успели, по-моему, 3 боя сыграть, и потом какие-то лаги вообще жесточайшие пошли, причем у всех. И из-за того, что там ураган налетел, и все, и они такие, ну, понятно, надо
надо откладывать. И они отложили топ-8, в итоге там потом уже провели его. Я не помню, то ли вне стрима провели, то ли... По-моему, вне стрима уже провели топ-8. Вот, уже буквально через 2 недели даже. Ну, настолько долго это шло. Вот. Но зато пробили многовато, конечно, дропают ребята. Это неудивительно. С учетом соединения. Но посмотрим. Сейчас посмотрим. Что решат люди. Although I suppose the way that Angry Bird was playing in those last couple of rounds, that wasn't as relevant anymore, but still, it would be great to have that too. Yeah, it didn't really jump at all in the end there, but yeah, even a crouch heavy punch, you don't get the most damage, but dissuading that approach is going to be Напоминаю, что на следующей неделе состоится онлайн-премьер-ивент Компромпутура в регионе Юго-Восточная Азия. И в декабре будет в регионе Япония, Франция, Испания, Португалия, это один регион, и Великобритания и Ирландия, тоже это один регион. И, соответственно, последние уже премьер-ивенты онлайновые пройдут в январе. Это США, это Северная Америка, Среднее Западное побережье и Северная Америка, Восточная побережье. Давайте так, не среднезападная, а центральная. Центральная Северная Америка и, получается, Восточная Северная Америка. И это будут последние, кстати говоря, ивенты. То есть вообще самый последний ивент у них, это Восточное побережье Северной Америки. Он будет проходить в то же самое время, какое будет проходить финалы Tekken World Tour 2023. Coming over to the US for studying abroad and the like, including to Arizona, who I can name a few players from the Middle East, from GCC, I guess, in particular, including from Saudi, a couple of guys who have had success in Street Fighter over the years. Пока что, если говорить по странам, да, in other games as well, also pretty good. Пока что отобрались 3 американца, ну, 3 игрока из Соединенных Штатов Америки, это Snake Eyes за Занги, это Nephew за Джури и Dual Kevin за Люка, 2 японца, это, собственно, Гачкун за Рашида и Фуда за диджея, 2 австралийца, это Трэвис Стайлз за Чен Ли и Ров за JP, оба из Австралии, кстати. Made the run happen, so I love to see that. And his tweet was like, "Yep, did it with JP. Feeling good about that one. Love that." And then Dual Kevin. Все остальные по одному. И канадцы, 2 канадца, да, Very convincing victory. Это получается Майк Икс за Кена и Джоуми Роган за Люка. Все остальные представлены только по одному человеку на регионе. Love that. And another Luke in the likes of Joe Rogan, Canada's own, playing Akuma before, switching to Luke. Да, получается, Джоуми Роган за Люка вот сегодня как раз таки отобрался. Dual Kevin тоже за Люка сегодня тоже отобрался. И Ров за JP, победитель Океании, тоже сегодня. Это вот те, кто сегодня. И сегодня еще отберутся французские на французских финалах World Warrior. То есть, получается, ну, скорее всего, мистер Кримзон. Как бы... кстати, возможно, этот... Он уже идет. Нет, еще не идет. But then after this, there's also going to be France's World Warrior Finals. So that will be today. And then we've got a few days off when it comes to the World Warrior, but in November 24th, it all starts up big time again, and then that weekend. Да, французский World Warrior финал будет сегодня, но он пока не идет. Я время, к сожалению, не знаю. Вот, какие вообще World Warrior финалы есть? Ну, точнее, какие вообще еще должны состояться? Франция, Южная Корея, Северо-Восточная Европа, Восточное побережье США, That is nuts. Восточная Азия. Okay, so here's what's going on. We're going to be restarting Game 4
after all, actually. Okay. And Ближний it will Восток. be one round up for Angry Bird. We saw the very long Ближний round that Восток, he had the perfect in. Западная Европа, Южная Африка, That's Бразилия, how it works. Западное побережье Центральной And then we're gonna Америки, get back into the match. Yeah, so very good stuff. We're getting right back into it, like we said. So Восточное побережье Южной Америки, Южная Азия, Великобритания, Германия, в один регион Испания, Португалия, Восточное побережье Центральной Америки, Мексика, Западное побережье Южной Америки и Азия. Азия — это Китай. Короче, что сейчас происходит? Они там где-то за кадром воспроизводят ситуацию, которая до разрыва произошла. That would sting for Big Bird. Right? Of course. Imagine, like, you. Yes. Oh man. Yes, it would. The team. Yeah, I think. Мне лично очень даже жаль, что на Capcom Pro 2023 так мало оффлайновых ивентов было. То есть всего лишь 3 оффлайна, но это мало, конечно же. Опять-таки, видите, они нажали все-таки на онлайн. Как и в прошлом году. That could all be thrown out the window. Yeah, exactly. Но, как говорится, хозяин барин. Как решили Capcom, так и будет. При этом они очень много дразнят людей в Твиттере по поводу третьих костюмов, которые еще не добавили. О! Все. Так, раунд отдается в пользу Angry Bird, и поехали. Напоминаю, 2-1 счет пока что в пользу Real MF. But nevertheless with a clear intention at forward movement. Сразу же Drive Rush подъезжает. Angry Bird и бросает. Ой-ой-ой, ДП. Сложно, но дорого. Ну, Tekken World Tour это ничего, это не помешало. То есть там все квалификационные ивенты, а их было 20, больше 20, по-моему. Это все оффлайновые, абсолютно все. Никаких онлайновых ивентов. Так, Drive Reversal использует Angry Bird. Sunblast. Спин. Crouch mid kick. Оп. Нет, рвет бросок. Real MF. Хорошо. С Drive Rush снова подъезжает. Очень много стал бросать Angry Bird, обратите внимание. Короче, Капкомы написали в Твиттере, что очень-очень скоро будут новости по поводу третьих костюмов. Ну, по поводу даты выхода третьих костюмов. Оп, Перри использует Angry. ДП, конечно, есть реакшн. There is 14 seconds left on the clock, David. There is no way that this is an unofficial double perfect and potentially a timeout. Ой-ой-ой, трейд. Ну тут, конечно, Angry Bird'ов просто нужно ждать. Ничего не надо делать, ничего не надо делать. 1 секунда, 0 и да. 2-2. Все четко. Он просто аккуратно переждал. Правильно, абсолютное решение. Найс! Наконец-то антиэйр, мать твою, Real MF. Господи, вспомнил, что есть антиэры. Оп. Найс, хорошо. А сейчас антиэр? Нет? А сейчас антиэр? Нет? Нет. Ладно. Минутная слабость, антиэр пикнул. Окей. Cannon Strike. До Нового года, я думаю, выйдут. Флэроу, ДП, хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой. Выпрыгнул сейчас Angry Bird, и это матч-поинт для Angry. Смотрите, пауза пошла ему на пользу, я смотрю, да? Yeah, I think it's the patience. Sorry, the tempo switch. That for me is the hardest to do. Sunblast. If somebody's playing very slowly, okay, I got solutions to that. Окей. Somebody's playing fast. Очень терпеливый Angry Bird. I don't know what to do for the few seconds between when one comes and the other Крауч мид панчом достает Real MF. Такой дистанции хорошие. Сейв джамп. Но Перри сразу же использует Angry. Sunblast. Хорошо, останавливает Drive Rush. Ой-ой-ой, заезжает своим дейв-киком, здорово. И суперку 3-го левела вкачивает Angry Bird. Окей.
potentially push towards the corner. Angry Bird can really no, a little bit left in the tank. It was so close. There it is, the anti-air when it's most important. Not this time. Nah. Но раз на раз не приходится антиэры у Real MF. Ой-ой-ой, он еще и на выгорании остается. О, печаль, печаль, беда, печаль, беда. Ну что, одно попадание, красава, господи, не доконфермил Angry Bird. ДП! А вот Angry Bird показывает, что у него-то с антиэрами как раз все в порядке, 3-2. Ну что ж, Angry Bird начал не очень-то уверенно, но тем не менее забирает все-таки этот бой. И, как и положено, выходит в финал винеров против Биг Бёрда. Хотя, конечно, этот бой доставил ему немного больше проблем, чем... Ну, возможно, это, кстати, связано с тем, что он все-таки на Кэме здесь играет, а не на Кене. Refining and honing in on the right decisions. That trade combo was beautiful, and then obviously вот, показали там третий костюм Джейми. Вот. Ну, не знаю. Но с учетом того, что они написали, что very soon будет информация по поводу костюмов, то, ну, наверное, на следующей неделе она будет, эта информация. И я так думаю, что это значит, что все-таки скоро. Вообще, моя ставка, ну, ставка, извините, ставка в кавычках, конечно, это то, что они выпустят третьи костюмы вместе с Эдом в декабре. То есть я думаю, что Эд выйдет в декабре, и, соответственно, вместе с Эдом и приплывут новые костюмы, ну, третьи костюмы. Но эти третьи костюмы, и, кстати, это вроде официальная информация, эти третьи костюмы, они сначала будут добавлены только для персонажей основного ростера. То есть для Рашида там, для Эда, ну, этих костюмов не будет. Ну и для Аки, конечно, тоже. То есть для них будет добавлено позже. Не, Battle Pass, скорее всего, Battle Pass, просто Battle Pass. То есть это не костюмы, скорее всего. Ну что ж, таким образом, Фандроид спускается в лузерах к победителю пары Аму YSF. И, соответственно, Real MF спускается к победителю пары Netflix и Хамут. 10 is the place to be, and you're the only one who can control your destiny. So make sure you sign up for Asia. Привет, да вот турнир смотрим в рамках тура. Да, вот тут нам напоминают, что Юго-Восточная Азия, ну, онлайн-пример по Юго-Восточной Азии состоится уже на следующей неделе, в субботу. Субботу-воскресенье следующее. They've joined hands with Capcom during this first year of Street Fighter 6. They've been supporting the FGC big time, and it's been great. Я так понимаю, они уходят на рекламную паузу. Напоминаю вам, что после перерыва мы будем смотреть матчи Аму против YSFB и Хамут против Medplex. So, we're gonna take a short break. And we will be back with more of this thing in just a little bit. We're going to go down to the loser side. Stick around for that. Chipotle's carne asada is back. It's our most tender cuts of steak, grilled and seasoned with cumin, oregano, and coriander. Finished with fresh lime and hand-chopped cilantro. Carne asada. This is our best steak ever. Let's get this mission started.
По поводу игроков СНГ, ну, смотря кого ты подразумеваешь под СНГ. Россия нет, Белоруссия нет. Так, в Азии, насколько я помню, много разделено в СФ6. Япония отдельный регион, Китай отдельный регион. Так, Восточная Азия и Юго-Восточная Азия. Ну и это, конечно, не Азия, но все равно Океания. То есть Океания — это Австралия и там эти острова, островные государства. Австралия, там Новая Зеландия еще. По лиге, ну, лига — это же массовое такое явление, конечно. Лига легенд. Но в любом случае, это, конечно, интересно все. Нормально так все продвигается. Вот вам, кстати, один достаточно забавный факт. Китайские отборочные, именно регион Китай, они не стримятся на Твиче и на Ютубе, потому что в Китае, как вы помните, заблокирован Twitch и заблокирован YouTube. Поэтому стрим организован там на местном китайском стриминге. То есть там стрим по Street Fighter 6, во-первых, они свои отборочные проводили не онлайн, как здесь, а офлайн. Это, во-первых, точнее, финал, топ-16, топ-8, финал, не топ-16, топ-8, это офлайн. Это, во-первых. Во-вторых, проводили на какой-то своей стриминговой площадке. Имеется в виду не Twitch, не YouTube, а именно какой-то китайской там. Не помню, как называется, какой-то Дория или Дори, там что-то на Д как-то. Я как-то что-то там заходил даже туда посмотреть. Вот. И это единственный регион, который не транслирует на Твиче свои отборочные. Nice! Angry Bird would exclaim. Участвует, потому что, в смысле, потому что нету этого региона. Angry Bird. I mean, I'm always with the mentality, just do your best, practice every day. Yeah. So I try to, like, what other people didn't do is that I stayed in training mode and I was like, I want to figure out defense in this game. Instead of just playing running games against people. Just I'm training mode. Okay, defense is played like that. Offense is played like that. Yeah. Okay. And then I organize my gameplay. Okay, this is this. And then after that, I started getting the optimal routes. Okay, in this scenario, I can do this. In this, I shouldn't do this. And then, okay, the game plan here is not to take damage out of your opponent. Sometimes it's take drive gauge out of the opponent. So you need to put this into account. So I started understanding more and more every day until I got to this level. All right, I gotta ask you about your fitness journey too, my man. Because you're looking mighty swole, mighty lean and all that, you know what I'm saying? So I remember earlier on when I first met you, you wasn't like heavy in the gym or nothing like that. Not at all. Not at all. I feel like it was, or neither was Adele either. Yes, not Adele. And I think only it was, y'all started working out together. No, he started working out a year.
And then he had to bring me. He was like, bro, it's too many benefits. You got a belly now. No, you need to come. And I was like, what? He's right. Yeah. And then I joined. So how has that changed things for you, man? Like being ripped up, getting some muscle on you guys? It feels so good. It, like, you know, it brings out confidence to you. Yeah. In the gameplay too, like you feel like, okay, I did it in the gym, I can do it here as well. Yeah. So it changes your life, basically. Yeah. The clothes become fit on you. So, and you know, I like to dress good. Yeah. Yeah. So it is sucks when you do have it, when you got that gut and you try to put on a super slim shirt and everything. See, yeah. But now it's good. Yeah. Now, like when you get like more muscles, when the clothes become fit on you, it looks good. So that was my main motivation for the clothes. Yeah. That hey, was my look, main motivation. it ain't that wrong with that. I feel you 100%. Yeah. Okay, last thing I'm gonna ask you about. So right now, a lot of people are thinking that you, Minna is also right there. Minna, a couple people are in a conversation. They're like the best players in the world and everything. So now, you know, there's $1 million on the line for first place, $2 million overall. So what does it mean to you that there's that much money on it, and what would you do with the bread if you did win $1 million? If I won $1 million, I'll buy a house. I'll give my family, my mom and dad. Like, I'll give them my brothers. Что ты сделаешь, если $1 миллион выиграешь? Куплю What дом. type of car? Для себя, для мамы, Mercedes для Benz. папы, для семьи. Listen, if y'all see my man's Angry Bird pulling up цель in хорошая. that G-Wagon or something like that, you know exactly what just happened. Angry Bird, one of the best players in the world in fighting out of the Middle East. Team Nasser's Angry Bird. Good talking to you, brother. Hey everybody, and welcome back to the Capcom Pro Tour 2023. We are playing in the Middle East. Ну а мы с вами возвращаемся к Capcom Pro Tour 2023. Ближний Восток, топ-8 соответственно. Мы уже увидели два матча. Они закончились, в принципе, достаточно с предсказуемым результатом, хотя, ну, в общем-то, мог и проиграть Angry Bird. Все-таки, но, тем не менее, после паузы такой вот весомой, скажем так, вытащил все-таки матч. J-Star, Rocco 808, and Randy Marks are on the track, delivering a new ballad, a new anthem for the Capcom Pro Tour as we get through. It is Legend, and it is available now. If you aren't Legend ranked, you can listen. I absolutely promise. And it may help you get to that point too. The inspiration you need is in the palm of your hands, because you know what? You got a smartphone. If you got anything to listen to with your ears, it is time, because it's here. Listen to Legend now. It is available, and it's here to stay. We're here on our way down to the losers side of top 8. Thanks for the countdown. Right into the top 8 bracket. Сеточка. Pakistan, Amu. And from Bahrain, Yusuf B. Аму из Пакистана, ёлы-пал, я только сейчас заметил это. Нифига себе. Вот это, блин, открытие, если честно. Что-то я даже не ожидал. Вообще, это, ну, несколько удивительно, потому что мы-то привыкли к тому, что Пакистан — это тот регион, который представляет текинщиков и кингофайтерщиков, но никак не эсэфщиков. Там эсэф, может, и играет, но очень мало. Минард пока нет. Пока нет. Ну, у него будет еще шанс пройти, но пока что нет. Ну и, соответственно, Аму против YSF. Напоминаю, что Аму — это игрок на DJM, ну и YSFB — это игрок на Хонде. Из Бахрейна, между прочим. Этот самый Би. But then tapping in differently and, you know, changing not even the timings, but changing up the different options and looks in neutral made them connect a little bit better. But talk to me about this matchup, because obviously you are a resident Honda player. You're saying you haven't had the opportunity to play against the most DJs, but still, in your experience, how does this normally shake out? Yeah, I mean, I've played against a lot of DJs. I just feel like I haven't played against, like, the best DJs in the world, if that makes sense. Just call Fudo. Yeah, hey, buddy, let's play. Actually, I would love that. That'd be great sometime. But, you know, I haven't. That said, for normal DJ Honda circumstances, yeah, I mean, I think that DJ controls the stage pretty well. He does a lot of damage. He's got good offense. I also think that Honda has really underrated neutral options in this match. Oh, yeah. I think EX Headbutt is still really, really effective.
I think that И Honda против just playing DJ. slowly and cautiously is fine as Honda in this match because you have the ability to DJ do so much damage достаточно yourself and your own популярный offense is персонаж, really strong. And in fact, in сегодня some в ways, том числе, Honda's потому defense что is мы better видели than уже, что DJ's Фандроид in играл this за match. DJ, There are some но options that he теперь has that I Аму think играет за really work DJ. well. You can't do EX Sway versus Honda. Did you know that the EX headbutt is just straight up counter? Honda довольно-таки редкий, ну, такой представитель на подобных ивентах, в финалах. Редко он заходит. Ну и плюс ко всему ни одного Honda еще пока что не представлено среди финалистов в таком капе. And you know how I know that? Well, let's go to the quote from Amu. We have played a lot. Yusuf B helped me in understanding the Honda matchup. Really happy to see him. Мы много играли. All the best. YSFB помог мне понять матчап Honda. Реально рад видеть, что он зашел так далеко. All the best, Habibi. Especially when the players have a history. You don't, like, you'll get to see the layer one, but then it's those player reads that are always the most. Но здесь, наверное, так или иначе все знают друг друга все-таки. Регион не такой сильный, и здесь не так много супер, прям, ну не супер, а просто сильных SF-щиков, и поэтому те, кто есть сильные игроки, они как бы, скорее всего, изучали очень много игру вместе, друг с другом, так что здесь в том числе эту же ситуацию. Поехали. Воу, сразу Perfect Parry от B залетает, подъезжает с драйв-рашем Аму. Все, футсис. Так, о, хедбат пропускает Аму. Ага, есть бросочек. Второй. Так. Найс один. Ой-ой-ой, стеночку впечатывает. Ой, красава. Какой конферм шикарный от B. Так, красавом залетела. Как называется прием? Батслэм. ДП на вейке делает Аму, выбирается как-то. Очень, конечно, рискованно. Сантьерем ошибся. Правильно, ведь теперь сделал сейчас Би, но видите, чуть-чуть тайминг не тот был. Оп. Так, драйв-рашем подъезжает, не конфермит, зато бросок. И есть, впечатывает в стеночку, и раунд забирает Аму. Все, повернул в бой. Найс. We're going to see that again today, even though Perfect was on the side of Yusuf. Got ourselves an even game, and again, бросочек. Parry excellently punished by the drive rush. Grab, one of the best drive rushes in the game, so hard to deal with. Достает, ножки-то длинные у диджея. Шими, хорошая, и суперку надо вламывать. Окей. Чего? Суперку не сделал? Ну ладно. Он, конечно, убил, но это явно был дроп суперки. Ну, ничего страшного. Главное, забрал бой. Так. О, господи, полет шмеля. Лоу, крауч, лайт, кик на миде залетает от Би. Хедбат заходит. И Оки. Найс. ДП на вейке делает Аму. Не первый раз такая рискует. Ой-ой, оверхед. Ага. И краучлайт панчи залетают. Бьет? Нет, не хватает этого. Чуть-чуть остается. Один пиксель остался у Аму, но на выгорании стоит Би. Так. Ой, вифпаниш. Так. Все еще на пикселе Аму. Драгонбак. Оу, и хедбатом дожимает все-таки Би. Вау. Хотел ДПшечкой ответить Аму, но не тут-то было. Так, рвет бросок. Хедбатами. Напрягает. Так.
we've seen a lot of those drops here today. So again, you've got to be able to clutch it out, keep it consistent. Even from Angry Bird, we saw a couple of opportunities where the combo just did not go his way. Не торопится Би. No one is immune to the nerves. Так. Nice, straight. Great on the butt slam. I love using it that way to check the Есть poke кросс. of DJ. Ага. Super important. Жмет пока что. Хорошо, сантиэрил. Так, все, позицию отыгрывает Аму. Обратите внимание, что Би не торопится вот так просто хедбатами лезть. Суперкод, да, сжигает Би. Это критикал ап ко всему прочему. Но не хватит, чтобы убить. Так, но на выгорании Аму, что очень опасно, конечно же. Так, отзонивается пока что. Ждет, когда выгорание закончится. Есть батслэм. Фикс-ролл. О, и второй бросок пропускает все-таки Би. Вау, отличная перфект перри. Зависетил дрейфом. Так, армор хедбат. Антир, конечно. Ну вы посмотрите, кака читает эти хедбаты, видит. И еще один перфект перри, однако запорол паниш, к сожалению, Аму, за что и получился непременно. Так. Бросочек в угол. Окей. Третий левел суперки есть у Аму. Найс. Ай, блин! Что ж так Би запорол-то, а? Ой, опасная ситуация! Вкачивает, и это суперка, и это смерть. Найс. 2-0 в пользу Аму. Да, как-то вот... Обидно, что в первом бою проиграл Би, что во втором. Окей, 2-0. Так, ой-ой-ой, батслэм зашел, еще и в контрхит. На вейке бросочек прожимает Аму. Еще бросок. Еще бросок. Ох, сейчас забросает, а? Сейчас забросает. Просто 3 броска подряд, а? Так. Ох, как потерялся Би. Да, потерялся. Матчпоинт для Аму. Арморный хедбат. Заряжает ручки. Би. Хорошо встречает этот драйв-раш. Окей. Найс. Хороший дамачок. Тут же нити прыжок. Попытался перфект перри сделать против батслэма. Оп, ДП на вейке. Да-да-да. Это мы любим. Перфект перри. Ничего себе. Хорошее решение от Аму. Нет, не полез на эту суперку и, соответственно, наказывает свою суперку. Все это смерть. Дропнул! Да. Дропнул Аму, но все равно Шими залетела и, соответственно, 3-0. Уверенно он забирает этот бой и выходит на фандроида по лузерам. Напоминаю, что фандроид — это игрок за диджеем. То есть будет миррор матч двух диджеев. Changing the option almost every single time. And tap parry, while Yusuf tried to go back to the well, he only got one perfect parry in those. Дропчанских было многовато, конечно, у Аму. Что уж говорить. Очень много бросал. В принципе, было логично, что он много бросал, с учетом того, что его оппонент тоже много бросков съедал. We did it together. Yeah, exactly. They have played a lot, as Amu mentioned. And yeah, throughout this, парочка хороших камбэков было. Really the big thing. You know, not always just straight up corner pressure. Unfortunately, drop here. Ну вот здесь вот, конечно, он не убил.
третью суперку не вломил. Но тем не менее, впереди нас ждет следующий бой. Это Хамут против Медплекса. Напоминаю вам, что Хамут — это игрок за Чан Ли, Медплекс — это джури-плеер. Оба из ОЭ. Ну, пожалуй, что Хамут более известный игрок. Если не брать Биг Бёрда и Энгри Бёрда, то, пожалуй, что Хамут среди всех этих участников топ-8 является самым именитым после Angry Bird и Big Bird. Так что у него есть все шансы дойти до третьего места. А там, кто его знает, может быть, побороться из-за топ-2. To really dismantle the play from Fandroid. So watching that set before we get into that next losers round is going to be very important for Amu to get that run back and to really make a case as yeah, I mean, this is the strongest DJ in the Middle East match right here. Yeah, I guess you're right. That is a title card match on the loser side, round 2. Medplex It's like the unofficial world championship title. Like the next person who beats Angry Bird in a tournament, they're the Evo champ now. So it might ну и победитель, соответственно, выходит на Real MF, это игрок за Люка. Before we even think about getting to winners, even more loser matches. It's going to be Hamoud versus Medplex squared. Когда у меня турнир PSF6. Вопрос, конечно, хороший, но тут видишь, в чем дело. Здесь как бы еще это зависит от того, что от Сибериана зависит, потому что он свои турниры проводит. Я тогда хотел еще в октябре провести свой турнир, ну, по SF. Ну, там Сибериан свой турнир проводил в те выходные, а потом еще, и еще там следующий турнир тоже. И видишь, у меня как бы проводить в одно и то же время, что и он турнир, это глупо, понятное дело. Поэтому как-то я и не провожу их пока что. Да и вообще, если ты заметишь, что я в последнее время турниры не провожу, потому что вот собирался, думал 18 числа провести по МК-1, но народ как-то особо за турнир не проголосовал. Может быть, когда-нибудь и будет. А может нет. Но я тебе так скажу, что я что-то особо не вижу энтузиазма от людей, как бы никто меня не просит турнир провести. Ну, то есть я не вижу, чтобы мои услуги на турнирном поле кому бы то ни было нужны. Поэтому я, видишь, тоже как-то без энтузиазма, скажем так. Удачи, Медплекс! Мы много раз играли in locals, в реале. И я рад, что встретился с ним на такой далекой стадии. Но жюри меня больше не пугает. Вот такой был ответ от игрока от Хамуда, который играет за Чан Ли. Any character can do it. It's pretty remarkable. Yeah. It's awesome to see for sure. As far as from Medplex, his quote is, Hamoud is a crazy strong player and humble person. I'm not ready either, but I'll try to win anyway. А кстати, у Медплекса там был нарисован пакистанский флаг. Хотя здесь на картинке написано АЭ, то есть АЭ — это Объединенные Арабские Эмираты. Ох, как резво начинает Хамут. И ДП! Кстати, вот вчера я смотрел топ-16, и этим ДП на реверселе очень часто Медплекс грешит. И, видимо, Хамут это знает. Хорош, отлично. Видите, вот этот... Отличный конферм. Вот этот спешл у Чан Ли, он очень удобный, потому что он, как бы она над землей так раз бьет, и, соответственно, он лоу крашит. Апик на реверсале прожимает Хамут. Шими не поддался Медплекс. Ой-ой-ой, драйв-рашем заезжает. Ага. Так, встречает.
Hamud back to probably try to get some of that drive gauge back. Дрифраш. Netflix would love to get Достал corner as a напасть. result. Oh, О, боже мой, такой You could tell на Hamud прыжку did not пропускает expect that to Метрикс. hit. Не But докомбил here's the Хамуд. confirm. Тем не менее, Here со should be второго the раза. kill. И суперку вламывает. Третий левел, конечно же. 1-0 в пользу Хамуда. Бам. Yeah, he was just looking for offensive pressure, but unfortunately for Netflix. Опять-таки довольно уверенно. Crouching, I don't remember what button it was, but there might have been intended Вот DP. Street Fighter 6 игра, да? Was it medium punch? Одно ДП неаккуратное в блок может... О, господи, на реверс прожимает. Может очень сильно поменять картину. Даже если там преимущество какое-то. Ох, хо-хо, до стеночки довел таки. Хамуд. И еще драйв-импакт. Печатывает стенку, найси. Так, бросок. О, боже мой, еще в стенку крамблстан. Смерть. Да. Много-много драйв-импактов всаживает этот самый Хамуд. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Так, бросочек. Ох, что? Какое ДП непонятное от Метфликса. Ау, и дроп от Хамуда. Спиннинг дропнул. Оп, и в стеночку. Вот видите, это цена одной ошибки. Мало того, что кучу ХП потерял из-за этого спиннинг бэккика вьюкнутого Хаму, так еще и у стены оказался. Так, так, на выгорании Метфликс стоит, а у Хамуда между тем третий левел суперки, поэтому это очень и очень опасно. Так. Хорошо, Сантей. Ай, блин, не доконфермил Хамуд. А вот сейчас надо убивать. Все непременно. Не с первого, а со второго раза, но тем не менее дожимает Хамуд. 2-0. Многовато, конечно, Метрикс на ДП свою нажимает слишком. Так. Тиксролл. Чего? Блин, лау. Вот такие вот непонятные вещи порой выпадают на этом турнире. Да, вторую ульту Джули никто не использует, потому что, ну... Не настолько она хороша. Ой-ой-ой, ДП на реверсале. И нет, на стенку не положил. Перри использует Хамуд. Так. Драйв-рашем подъезжает и при помощи лоу еще и комбит, господи. Так. Когда на него летит проджектайл, Метрикс теряется. И хороший випаниш. Убьет. Да, должен убить. И суперка первого левела. Ей, матчпоинт для Хамуда. Все четко. Так. Ой, нашимел как Хамуд. Ничего себе. Найс. Тащит в угол. Ой-ой-ой. Заантерить попытался, но слишком рано пихнул, и поэтому при помощи дайв-кика запанишил Метфликс. Протащил в угол, и крауч мидкик заходит от Хамуда. Кроссап. Да, попадает кроссап, и супер второго левела. Оп, 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 оп. Найс. И сейф-джамп. Так. Мало хп остается у Метфликса. Но критикал арт есть. Критикал арт есть. О, господи. Кикокин пропускает Метфликс и, соответственно, 3-0 в пользу Хамуда. Достаточно просто он разобрался со своим оппонентом. Ну и прямо скажем, Метфликс тоже много ошибок допустил. Много рисковал. Очень много рисковал. Очень прям. И, соответственно, Хамуд выходит против Real MF. Это Люк Плеер. Видимо, знаете, Хамуд знал, что Метфликс любитель туда-сюда попихать свой ДП.
nothing minor about this performance. Hamoud just This ran corner a series was clinic. great. Yeah, it felt like every Я вам single так time скажу, Hamoud даже got как-то особо good, не видно got было, Metflex in the чтобы corner, it Хамуд was ну, lights прям out. так And сильно the напрягался. opposite was not true for Metflex. It felt like Hamoud Но was парочку able, серьезных either ошибок он able все-таки to find допустил. a jump out, find a way out with the Может jab, быть, maybe even the low forward on the допускаю, shimmy. что, возможно, из-за God, коннекта. that was Ну, all she невозможно, wrote а right скорее there. всего. Hamoud able to push to the corner. And it was just exactly what you want to see from Chun-Li. Act as the wall, and when you're on offense, really utilize the different stances you have to keep your opponent guessing. And the guessing game did not go Metflex's way. Still, Пандроид amazing вышел performance. против Ending Аму, here это at 2 seventh диджея, place for the и Middle Реал East, МФ против alongside Хамуда, Yusuf B это on the Люк loser side. против 2 Чан-Ли. 3-0s back to back. But your reward, Hamoud, is Real MF, who almost took down Big Bird. You were almost able to get a Ну game. так, He was almost знаете, able to set. турнир So, пока идет I mean, 3-0, I mean, actually, 3-0, no, it's 3-0. Angry Birds, so И one только Angry Angry Birds, Bird my и Real apologies. MF, So you как ни have one странно, hell of a показали match coming up for you. 3-2. Again, it's Kuwait versus UAE, and then on the other side, Kuwait versus Pakistan. So we still have Kuwait showing up Два strong игрока here, из and Кувейта. UAE continuing to stay on top winner Это side. But that can Android и change Real here MF. as we continue to move И through Аму из losers, as Пакистана. these have been some pretty Вообще я contentious немножко matches удивлен, ну, and в том a плане, lot of что blow-ups too. 3-0, в 3-0, Пакистане 3-0, вообще хоть 3-2, кто-то в Angry Street Bird Fighter getting играет. to the limit here. То есть And, это страна don't let совсем не tournaments SF-ная. limit you from entering anything, because while we are getting towards the World Warrior Finals, there's a lot to watch and a lot to enjoy. So make sure that you continue to support the World Warrior. If you want more information, Так, ну и нам, конечно же, тут напоминает, что World Warrior ивенты идут, и, соответственно, каждый из победитель каждого из регионов World Warrior получает тоже путевку на Capcom Cup. Беспрецедентное количество участников выходит на финалы. 48 человек. Еще ни один Pro-тур не включал такое количество финалистов. 48 финалистов. Вы просто вдумайтесь в эту цифру. Долбануться можно. Ничего удивительного, что эти финалы будут идти целых 5 дней. 5 дней, мать твою. Пипец вообще. Ты так думаешь, ё-моё. Вот, с 21 по 25, да? Там, наверное, только групповая стадия займет целых 3 дня. И, скорее всего, там топ-16, топ-32 там займет третий день и топ-16 последний день. Перерыв на рекламу. You make it fresh every day? Yes, every day. The Chipotle way is we make it fresh every day. Sounds delicious. Time to work, time to work. When inhaled, coriamyrtin blocks the gamma-aminobutyric acid receptors in the central nervous system, causing spasmodic muscle contractions. Master, it's a work of art! It's perfect! What to do with you now? So, shall we put him out of his misery? Time for some experimentation. I bet poison would work wonders on you.
生ラッシュの出し方だそうです。生ラッシュの出し方はデバイス関係なく絶対やった方がいい出し方が。あ、それね。そうナイス。パリボタンを押してから前々で走る、これがまあみんながやってるパリラッシュ、生ラッシュってやり方だと思うんですけど、これやめましょう。やり方は1回前を入れた後にもう1回前とパリボタンを同時っていうコマンドのやり方。なるほど。これが早いです。ドライブゲージの消費量もこっちの方が少ない。ああ、間違いない。これやると今ちょっと見てほしい。ちょっと一瞬だけ見てるんですけど、ちょっと2本目のゲージもちょっと減ってるでしょ。はいはいはい。この前々ってると2本目のとこかかってないんで、そうこれねすごいお得だし、慣れるとこっちの方が簡単なんだよ。You know how bad I want this. I'm giving it my all, never fall. This moment is golden, I control it. All eyes on me, I see I'm watching. Once I'm locked in, ain't no way that I'm stopping. Clocked in, it's time to put in work. Go berserk. I'm in my zone until I'm first. Believe me, when I say nobody can see me, this a product of hustle, I just make it look easy. Non-stop, you ready or not? When it's all said and done, I'ma be on the top. 3, 2, 1. I'm ahead of the game, they'll remember my name. Non-stop, you ready or not? When it's all said and done, I'ma be on the top. 3, 2, 1. Let's go. Yeah, I belong in the #1 spot. I always keep the business nothing personal. When you always see nothing, I just barely scratch the surface. Roll me in the rain, let me do my thing. That they hit me deal, fight it through the pain. When I'm in the zone, it's a never say much, but you see me up. We are joined with one of the Middle East finest. Так, ну что ж, мы возвращаемся. Amongst other things, of course, I am talking about V/'s very own Hassan or HMC. What's going on with you, Hassan? А, нет, не возвращаемся. It's my first time Сначала actually getting to talk to you and интервьюшку get послушаем. the deep dive on what's going on over there. So, man, first and foremost, what can you tell us about V/ and Slash and Dash? And I know you guys do like multiple fighting games. We started with Street Fighter, since we are Street Fighter players. We had a few CPTs happen offline, and then companies started popping up, Nasser Sports, and then my colleague partner started V/ Esports to support small players that don't get a big chance to showcase themselves. So it started as a community project, and the age of the community is really high compared to other regions because of the way life happens here, where people they have good jobs, they're not willing to take a risk. I feel like we're still one generation late compared to the West, but people play the game, they have really high level, but they don't want to go travel, take a risk, they have the family obligations and all of that. As V/, Mohammed created V/. When he started running the tournament, I started helping him out with the tech side. We made our first event at the end of 2019. Right. So then, you know what happened in 2020. And then in 2022, we were approached by Blue Coast and Capcom to run the World Warrior, which for us was an achievement as we're fighting game players. So running a tournament for Capcom was a pride for us. He ended up doing something very unique and something very special that we all appreciate, and that is, of course, becoming an organizer of one of the most beautiful regions in the world, and that is the Middle East. You have officially been introduced to V/'s own Hassan or HMC. HMC, it was a pleasure talking to you, bro. Hey everybody, welcome back to the Capcom Pro Tour 2023. Middle East is well underway. We have finished losers round 1. Ну что ж, competitors have dropped out of our top мы увидели с вами первые 4 матча. В Венерах Angry Bird выиграл у Real MF 3-2. Напоминаю, Big Bird выиграл у Фандроида 3-0. В лузерах Аму одолел YSFB 3-0 и Хамут убрал Мэтплекса 3-0. Соответственно, сейчас мы с вами увидим следующие 2 матча. Это 2 четвертьфинала
лузеров. Фандроид против Аму. Это диджей против диджея. И Реал МФ против Хамуда. Соответственно, Люк против Чанли. Это матчи уже будут за выход в топ-4 по лузерам. Вот она сеточка на текущий момент. Естественно, в винерах, как в принципе ожидалось, 2 Бёрда, Angry Bird и Big Bird. Let me get the quote. Whatever he pleases from YSB was what he had to say. DJ just gets to do whatever he pleases, and you know, kind of looked like that a little bit. It's interesting. Sort of played out that way, and then it's going to be Fandroid and we're both doing that same stuff. Real MF versus Hamud is the other side of losers. Поскольку у Angry Bird уже есть, в принципе, поездка в руках на Capcom Cup, потому что он победитель Evolution. Вот, ему, в принципе, здесь нет смысла прям гнаться за первым местом. Понятное дело, что денежный фактор тоже решает, и понятное дело, что это не повод поддаваться кому бы то ни было. Но тем не менее. Аму тут показывают, что за Кэмми игрок, но за Кэмми-то он не играл, он играл за диджея. Посмотрим, но он все-таки, наверное, за диджея. Почему Кэмми показывает? Аму, игрок из Пакистана, соответственно, Фандроид, игрок из Кувейта. Sometimes people just don't like mirror matches. Yeah. That's not necessarily a commentary on like who's the better player. You're not like the better player overall if you win the mirror match or lose the mirror match necessarily. Yeah. Sometimes it's just uncomfortable for people and they would rather play something else. Even if it's not, смотрите-ка, да, это не ошибка. Аму действительно играет за Кэмми. Решил он все-таки не брать диджейский миррор. На ДП набейтил сейчас Фандроид, соответственно, Аму поддался. И Шими заходит от Фандроида. Есть конферм. Так, тут же Мити пихает. И броском завершает раунд в перфект Фандроид. Да. Не было ли ошибкой Аму брать Кэмми на этот бой? Может быть, все-таки стоило рискнуть с миррор-матчем? Так. Нету ДП. Кросс ДП бы зашло хорошо. Оп. Отлично. Ага. А вот от Фандроида есть ДП. На выгорании уже стоит Аму. Ой-ой-ой, драйв-импакт. Вовремя поблочил. Почти заевпанишил Фандроид. Ой-ой-ой, слишком много покает. Отлично, Шими от Аму. Найс. Так, и выгорание закончилось у него. И как раз таки чуть-чуть хп у Фандроида. 3 броска подряд. Окей. Крауч киком достал. Ну где конферты? Ой-ой-ой-ой-ой. Как пропустил сейчас Аму. Драйв Раша подъезжает. Почти заинтерил. Господи, так, на такой дистанции пропустил на прыжку. Он даже, наверное, думал, что не попадет Аму. Хорошо встречает дайвкиком и бросочек. Угол. Шими, но в трейд зашло. Найс ДП сейчас. Так. Ой-ой-ой-ой-ой, выпрыгнул Фандроид. Хорошо. У обоих 3 метра. Этого достаточно, чтобы убить. С одного попадания убить. Одно попадание нужно. Бросочек. Так, спин. Оп, оп. Еще бросок. На выгорании. На выгорании стоит. Ой, достал. Тихо, тихо. Суперка готова. У обоих. Ой-ой-ой, как набейтил. Тихо. Чип, чип. Это в чип? Да. Чип-килл от Фандроида. И забирает он этот бой. 1-0. Начиповал пятки. GG's, shake my hand. I'm spending all that cash because I know it's going to pay off. This was a good investment. Android with a great first win. That was highly contentious. Бросочек, подъезжает с драйв-рашем. Оп.
Обратили внимание, сколько много аму бросает? Nice, хорошо. Сейф джамп. Плюс. И бросочек от фандроида. Прессит. Ау, отличный виф-паниш. Убивай. И непременно. Все четко. Сразу же в контрпоку встречает фандроид. Ой, подъезжает. Выпрыгнул аму. Бросок. Как на прыжечку пропустил аму. Эх. Он слишком поздно хотел уже антиерить. Привет. Так. Хорошо. Просто опять контрпоку пропустил. Ай, дропнул фандроид смертельную комбу. Посмотрите. И сейчас за это поплатится ЦА. Да, есть критикал арт от аму. И, возможно, даже убьет. Нет, чуть-чуть остается. О, боже мой, ну просто на вейкапе ДП прожимает фандроид. Какая жесть, а? Твою ж мать. 2-0. Пипец. Ну что, Аму, будет ли он менять на диджея? Будет ли контрпик? Сейчас посмотрим. Amu has looked great on his own DJ. I want to see the DJ, honestly, because the Cammy has had great moments, but судя по тому, что рестарт не последовал, наверное, сейчас будет диджей против диджея. Every single time he is in the rhythm with DJ, right? It's like, all right, the jam goes into the sway. Like the flow state was definitely there, and that's terrifying, right? Because if DJ's sitting there whipping, you're like, I don't even know when to punish. What is coming next from this guy? Хотя во втором бою уже гораздо ближе был матч. And that was some good sauce right there from Fandroid. So I think we would get the DJ mirror, but again, we have other characters in the pocket too. That's right. Yeah, he also told us that he plays Jury and Luke. So those are also possibilities. Again, it's a run back, but we didn't get to see неужели он там так прям испугался миррор матча? What do we got? Jury is the Нет, choice, so he's gonna run не the будет tournament диджея. live here on Джури Jury. все-таки решил Аму. I mean, Напоминаю, он за Джури не играл на турнире. Он играл только на диджее. Но упорно не хочет он этого миррор матча. Так, с дайфрашем подъезжает Аму. Ага, идет бросок в фандроид. Так. Ага. He just looks confident in a way. Есть виф-паниш, но нету конферма фандроид. Ой-ой-ой. Аму не стал выбирать стратегию сдерживания. Господи, как влетает фандроид. Ай, дропнул конферм. С драйв-раша. Можно было наказывать. Аму больше на прессинг нажимает за Джури. На выгорании стоит фандроид и не зантиерил, но на реверсале тут же прожимает стенд-лайт панчи фандроид, и это матчпоинт для него. Ага, драйв-раша подъезжает, но тут же рвет бросок. Ой-ой-ой, на прыжечка заходит. Аверхед, поблочил фандроид. Пам-пам, бросочек. И ДП на вейке делает. Так. Рвет бросок. Оп, ФТР. Ах, почти завифпанишил фандроид. А, где драйв-раш? Вифпаниш, конечно. Ох, машет фандроид. И за это наказывает его Аму. Естественно, бросок в угол и крампуса. Да, есть. И убивает Аму. Наконец-таки раунд за ним. Все еще матчпоинт для фан-дроида. Оп. Так. Видите, этот плюс получил фан-дроид, и он ждал ДП. Так, драйв-рашем подъезжает, и бросочек, все, угол. Так, красав. Ой-ой-ой. Хорошо, аверхед. Нет, поблочил. Комби супер третьего левела, конечно, вкачивает Аму. Ну что, этого хватит, чтобы убить? Да, наверное, хватит. Ах, чуть-чуть хп остается, и ДП на вейке делает фандроид.
Один пиксель. Один пиксель! Не надо было эту версию. Эту версию прожектайла делать фандроиду, потому что, видите, он не успел дорекавериться, чтобы поблочить этот прожектайл, летящий к нему. Отыгрывает один бой Аму. И снова ДП на реверсале прожимает. Господи, сколько ДП на реверсале делает фандроид. Просто ужас. Но, тем не менее, все они заходят в хит. Знаете, что самое удивительное? Он на реверсале так много ДП прожимает, а как антиэр вообще его не делает. Паниш не доделал. И опять на реверсале ДП жмет фандроид. Жесть. Ой-ой-ой, контрпоками машут оба. Хорошо поблочил фандроид. И паниш? Нет. На выгорании остался Аму, и на выгорании остался фандроид. Красав, блочил. Шимми заходит от Аму. Так, чуть-чуть ХП остается, и тут Мити стендлайт панч. Метра не было у фандроида, поэтому он не мог сделать EX ДП на вейке. Ну и, соответственно, получить инвул. Лоу заходит. И стенка. Да, стеночку впечатывает Аму. Найс. Красав поблочил. Ничего себе. ЭТР выигрывает фандроид. И хотел еще раз ЭТР получить. Перри. Перфект Перри. Хорошо. И суперку нет, не вкачивает Аму. Ну, она бы заскейлилась вся, конечно же. Но одна комба нужна сейчас Аму, чтобы убить. И третий левел свой вкачивает фандроид, естественно. Окей. На вейке и... Опоздал. Да, и мало того, что проигрывает раунд Аму, да еще и весь метр свой теряет. Итак, это матчпоинт для фандроида снова. О, как достает оверхедом-то далеко. Рефраш. Шимми успел поблочить. И снова ДПшечка от фандроида. Ау, ДП! А вот сейчас оно не зашло, и за это Аму наказывает. На выгорании еще и в углу стоит фандроид. Выбирается красапом. Так. Ой, хорошо встречает. Инстант оверхед! Не тут-то было, фандроид поблочил. И вы посмотрите, как он сдерживает этот краш. Ой-ой-ой. И драйв-рашем подъезжает все-таки фандроид. Драйв-раш, стендлайт панч и, соответственно, 3-1 в его пользу. Таким образом, Аму вылетает с 5-м местом, а фандроид выходит в топ-4 по лузерам. Топ-4 это уже денежное место, скажем так. Призовой фонд этого турнира распространяется на топ-4. Awarded that opportunity, Fandroid said, I've been playing DJ the whole time. I got those 2 games. I am awarded more opportunities. Да, это интересно, что Аму так и не рискнул взять диджея. Ну, диджея против диджея. Он прям до последнего избегал этого миррор-матча. И вы посмотрите ДП на вейке. Как прожал фандроид. Очень часто ДП прожимал на вейке. Ну, не на вейке, а на реверсале вообще. Fandroid did a fantastic job throughout that set of playing defense, whether it was his EX up kicks or his challenges to drive rushes coming over, or his technique sometimes, or just jumping away, or jumping over. Ну а сейчас мы с вами будем смотреть следующий матч. Это Real MF, игрок за Люка. Встретится он против Хамуда, игрока за Чанли. Having a game plan prepared for that next time is going to be of utmost importance, but next time is not now. Fandroid is waiting in топ-4. Точнее, не топ-4. Второй полуфинал лузеров. Матч за выход в топ-4. We're going to see now between Real MF and Hamoud, who is able to come up to the plate against Fandroid here, and it looks like we're going to get Luke on Chun.
And yeah, this is a very interesting Это match as такая well. I feel более like привычная нам Sandblast картина, can do ну, в some плане excellent stuff персонажей. against the Fireball game that Люк, Chun-Li wants Чан-Ли. to present. However, the walk speed that Chun-Li has can really pose some problems for Real MF if he is being a little bit too overzealous with the crouch medium punches, maybe the crouch medium kicks. So I want to see what Hamoud can do, because the normals on Chun have a great time navigating against Luke here, and she's got a lot of the same universal tools. В принципе, дистанцию может удержать вполне себе Real MF, если, конечно, задастся такой целью. Здесь как раз-таки Хамуду надо подходить как-то к своему оппоненту. Amazing looks in the loser's side, and only one is going to be able to move on in the bracket here, because that is how the cookie crumbles at the end of the day. There can only be one, and let's see who takes the high road as the Highlander. Hamoud has still only lost to Big Bird. Поехали. And for Real MF, only to Angry Bird. So which one? I mean, hey, this is the definitive data. Отвечаю на ютубе, не знаю, понятия не имею, если честно. Because whoever wins here. Оп, хорошо сантиерил. И nice. Of course, that's how it works. That's yeah, like if Ultra David beats Daigo, and I beat Ultra David, then I beat Daigo. But right now, it's about Real MF. Стреляет. Kuwait versus UAE once again. Так. Gonna see how this plays out. Очень осторожно подбирается Real MF. Рефрешем подъезжает, но встречает его очень хладнокровно Хамуд. Лоу пропускает Хамуд. Есть конферм. Ага. Плюс. И бросочек в угол. Крауч. Крауч мид-панч. Это очень хорошая пука. Убьет? Да, убьет. И как раз таки супер по первого левела накопилось у Хамуда. Все четко он сделал. И, соответственно, раунд за ним первый. On this Chun-Li, not only the offense. Not a punish there though. So Tick. likely had an opportunity to attack. Just wasn't ready. Did not expect Luke to just pull up. Анти, хорошая ДП. And that's the anti-airs we weren't seeing earlier, right? That's true. That was a big call for him. That was 1 for 1 so far. Вы посмотрите, как Шими это держит Real MF. И отличный Perfect Parry. Хамуд ждал ДП. Он хотел заресетить. Видите, это такой майндгейм. Он остановился, хотел заресетить, чтобы противник сделал ДП, и тогда бы он полноценную комбу сделал, а не с Perfect Parry. Так, суперка. Контролирует, очень хорошо контролирует дистанцию Хамуд. Вау, вот это встречает. Все, убивай. И первый левел, конечно. Ну что ж, в этой борьбе за Футсис Хамуд прям переиграл вчистую своего оппонента. Так, подъезжает с дрефрашем. Ага. Оу, вау, хорошо, нашумел как Real MF. И угол. Тикс-роу нет, порвал Хамуду. Какой неудачный драйв-импакт сейчас был. И наказывает Real MF за это. Плюс, однако, ревел-бросок. Отличная ДП на антиэр. Хорошо. Оп. Кросап, поблочил. Ну не знаю, перфект? Да, перфект. Санбластом забивает Real MF. Неожиданный перфект, кстати говоря. Ой-ой, драфраш останавливает Хамуд. Крауч мидкиком встречает. Ага. Оп, отличный антиэр. В топ-16 Хамуд показывал, что вот так откровенно напрыгивать на него — это плохая идея, потому что он достаточно стабильный антиэр. Лоу заходит, крауч лайткик. Хорошо, и суперка третьего левела всаживает Real MF. Бау. Найс. Ну и суперка третьего левела. У Хамуда! И краучлайт панч, драйв-раша. Найс, Real MF 1-1. Отыграл. Как завифпанишил-то четко, Yeah, he was out of that all of a sudden. Yep. Very cool idea. Неплохо, неплохо.
Хотя, казалось бы, можно было, ну, типа, сэкономить суперку третьего левела на следующий уже эпизод. Но он не стал. Стал вкачивать. Like a Ken player has never done that into Dragonland. Absolutely not. No. Good idea. I just came up with it. Maybe consider it. You should really talk to maybe think about it. Паузу небольшую взял хамут. If he puts that in the game Maybe think about it. Maybe? Так, Sunblast. Еще. Only evil people do that. Yes, you do. Красавца блочил. And then you Коукен. after Dragon Lash? Dragon Lash. Так. Oh, Паниш. man, what a walk back. Хорошо набейтил сейчас Real MF. И, вау. Отлично, отошел, но задропал, к сожалению, конферм хамут. Отлично запанишил, но задропал. Yeah, again, it's easier, but I think стреляет. more than that. It just seems Оп, extremely ДП, away. Тун-тун-тун-тун. Господи ты, боже ж мой, еще и пропустил хамут. Что-то как-то поплыл хамут. Вот, прямо, когда прессинг у Real MF начинается, когда он прорывается на ближнюю дистанцию, какая-то паника начинается у хамута. Панические действия, за которые он люлей получает только так. А, почти завипанишил Real MF чуть-чуть бы раньше. Ой, хорошо встречает. Ага. Оп. Коукен. Кикоукен. Сакбласт. Кикоукен. Сакбласт. ДП. Конечно. Ай-яй-яй, не доконфермил чуть-чуть хамут. И суперку вкачивает второго левела хамут. Ага. Сейф джамп. Ой-ой-ой-ой-ой, бросать решил хамут. Вот это Real MF и драйвбак. На выгорании стоит хамут. А у Real MF есть критикал арт, между прочим. Что очень опасно. Бежит буквально хамут от своего оппонента. И убивай. Нет, не убил. Чуть-чуть, один пиксель остается, и драйв-раш в бросок забирает. Близко-близко это было. Потому что с критикал артом Real MF мог убить, в принципе. Лоу пропускает Real. Ага. Его постреливает Real MF. Подходит и отлично лоу достает от Реала. И суперку нет, не вкачивает, не стал вкачивать суперку. Хотя, казалось бы, в данной ситуации можно было это сделать, как сейчас сделал хамут, собственно. А вот хамут не экономит метр, он такой, сейчас не время экономить заниматься. Ой-ой-ой, драйв-раш, и сам не ожидал хамут, что залетит. И суперку, да, в ответочку. Ага. Пау-пау-пау. Бах. Окей. Примерно равное хп. Пик. Пик. Найс драйв импакт! Ой, красава, Real MF, убивай. Нет, не убил, этого не хватило! Но тут уже даже, видите, на мите пихнул уже Real MF, потому что там в любом случае дальше ДП и, соответственно, смерть в чип. Привет, Ирдин. Ага. Крауч мидкик заходит от хамуда. В угол жмет. Станбласт. Хороший перри. Драйв-рашем подъезжает Real MF. Еще один крауч мидкик. На этот раз по блоку. Вот она, дистанцию, видите, какую держит. Ага. Шими не стал пихать. Найс, антиэр. Ага, прочитал ДП на реверсале. Прочитано, наказано. И крауч мид-панч, посмотрите, на дальней такой дистанции заходит от Real MF. Ага. Аверкэт, нет, поблочил. Шими. Лоло, ой-ой-ой-ой-ой. Так. Найс, встречает. Тихо, все еще на выгорании хамут находится. Но опасная ситуация. ДП, да? Ой-ой-ой, зарядил. И драйв импакт всаживает. Вау, Real MF. Ну ничего себе, он использовал это выгорание. Великолепно. Матчпоинт для Real MF. Ага. Бросочек. Кикоукен. Аверкэт.
Лоу, ну что ж ты так пропускаешь-то, Real MF? Отличная сатира. Ах, ты не та дистанция! Не та дистанция, и поэтому он не доконфермил. С этого антиэра это конфермится просто. Дистанции не хватило Хамуду немножко. Так. Найс, вот это антиэр. Итак, третий левел горит у обоих. И Real MF. Одна комба, все, смерть, смерть. Ну что ж, и 3-1 в пользу Real MF, и он выходит в топ-4 по лузерам. А Хамуд покидает турнир с 5-м местом. Если честно, я немножко удивлен такому результату, потому что я думал, что Хамуд как раз-таки здесь должен быть фаворитом в этом бою, но не тут-то было. Отлично сыграл Real. Несмотря на то, что в первом бою, так Хамуд показал действительно неплохое преимущество, но тем не менее затем парочку провалов серьезных причем, и напор Real MF дал результат. Посмотрите, как набритил. And it's because Hamud didn't follow the primary rule that we learned in the last iteration of Street Fighter. Take the throw, because if you don't, you're going to be taking more than 20% of your life bar. You're going to be taking a whole knuckle sandwich, and the drive impact посмотрите, как он, absolutely beautiful. I don't think a single one got answered appropriately, and that is what really unlocked Real MF's pressure. And ну что ж, таким образом определился топ-4. Двое игроков Объединенных Арабских Эмиратов по венерам, Angry Bird и Big Bird, что очевидно. И двое игроков из Кувейта по лузерам вышли. Это Fandroid и Real MF. Но я напоминаю, что победитель этого турнира получает прямую путевку на финалы Capcom Cup. А поскольку у Angry Bird уже есть путевка, то, в принципе, если он выиграет этот турнир, то получит путевку тот, кто займет второе место. Но тут, видите, скорее вопрос в том, есть ли хоть один шанс у Фандроида или Real MF добраться до второго места. Вот в чем вопрос. Причем это очень большой вопрос. Какой турнир так получается? Ну, если мы берем сезон Capcom Pro Tour 2023, то первый. А так, понятное дело, что в регионе Ближний Восток Angry Bird и Big Bird являются сильнейшими. Тут как бы у них конкурентов нету, по сути. То есть это единственные два игрока, единственные игроки из этого региона, которые выступают на мировом реальном уровне, в отличие от всех остальных. Поэтому, ну, ничего удивительного в том, что они каждый раз там занимают топ-2, нет. Так было в Street Fighter 5 год за годом, и, скорее всего, такая же тенденция сохранится в Street Fighter 6. Но здесь накладывается на самом деле еще и ограничения такие, что в этом регионе очень плохой интернет, и поэтому люди, которые здесь, ну, сидят в онлайне, играют, у них очень мало возможностей по-человечески развивать свой скилл. В том плане, что через интернет играть очень прям плохо. Сильно лагает. На это очень многие жаловались. И дело не в игре, а дело как раз-таки в самом интернете. В этом регионе, как ни странно. Ну, на Кумите они бумажки просто вытащили, и все. Но, Родион, на Кумите это вообще-то был... Они не в финале были. То есть они друг против друга вышли в самом первом раунде. А в финале... А там, поскольку сингл элиминейшн был, то там они не в финале были. Так, ну что ж. Ну что ж. Оффлайн комьюнити, нет, не очень развито. Там просто есть прям вот эта организация, которая в Саудовской Аравии, в Рияде проводит вот турниры, которые мы знаем, вот они провели турнир за $1 000 000, да, который...
Вот. То есть, но это единичный такой случай, понимаешь? Как таковых на регулярной основе оффлайн-ивентов там нет. На регулярной. Так, периодические турниры какие-то есть. Ну вот, Gamers 8, вот эти вот из Саудовской Аравии, вот они вот по разным дисциплинам сделали в этом году турнир, и вот в том числе и по Street Fighter на $1 миллион. Вот где Кокеру выиграл. Это да, это, конечно, круто. Но именно что на регулярной прям основе у них нет такого, чтобы там, периодичность какая-то была такая. Хотя они вот, кстати говоря... и причем вот этот турнир конкретно из Саудовской Аравии, его нельзя называть как бы турниром открытым, потому что там чисто по приглашению, это не открытый ивент. А именно чисто открытые турниры, их очень мало. Очень мало. Ну чё, пока рекламу. На рекламу уходим, после чего мы увидим финал винеров и полуфинал лузеров. Нормально не поиграть, конечно, но все равно у них есть какие-то, думаю, ивенты, да и, в принципе, какие-то близлежащие страны, они тоже проводят вот турниры, вот, например, та же Европа, да, и у кого из них есть возможность туда выбираться, в Европу ездить, они ездят, то есть такие есть люди, вот, там по Тейкину и по Стритфайтеру, в принципе, тоже. Но просто, понимаешь, там как бы у них в основном практика это вот между собойчики какие-то и все. Сегодняшний турик это не открытый? Открытый, конечно. Конечно, открытый. Это онлайн-премьер-ивент. Естественно, это открытый турнир, но для этого региона. Конкретно могут участвовать только игроки с этого региона, с Ближнего Востока. С Ближнего Востока. Но это такое. Видишь, как бы раз в год проводится он. Но в любом случае, все равно до Angry Bird и до Big Bird тяжело им добраться всем. Даже если бы они участвовали на регулярных каких-то турнирах, это все равно тяжело добираться до них. Все-таки Angry Bird и Big Bird это люди, которые на мировом уровне вот выступают. И не просто на мировом уровне, но еще и на уровне регулярных выступлений в Street Fighter League. Что тоже на самом деле немаловажно. Ну и, естественно, так сказать, большие успехи Evolution дают им финансирование и возможность, так сказать, зарабатывать деньги как раз-таки при помощи своего скилла и своих результатов на турнирах. Кстати, сейчас же идет Черная пятница, ну, там на PlayStation, там в Steam. Так что, если что, не забывайте, что на Mortal Kombat 1 и на Street Fighter 6 идут очень такие нехилые скидки. Так что, если хотели купить, сейчас самое время покупать. Вот, Street Fighter отдают со скидкой в 33%. И Mortal Kombat тоже, Mortal Kombat 1 тоже дают со скидкой в 33%. С какого года? Ну, наверное, где-то с 2018-2019.
see nothing, I just barely scratch the surface. Roll me in the rain, let me do my thing. That they hit me deal, fight it through the pain. When I'm in the zone, I ain't never say much, but you see me up top. You see my numbers healthy, the pressure don't stop. Until I'm in the top, see the bottom seeds watch. They almost see me flop, but I'm slipping on them, watch, let them watch. Born ready to fight, this is my moment. Coming for it all, just show me my opponent. Wanna be great, I'm a legend in the making. And this is mine for the taking. Cause I got what it takes to be on top. I'm number one, cause I don't stop. Hard gas, no brakes, high stakes. I don't act tough to the tussle, let them fold ya. Non-stop, you ready or not? When it's all said and done, I'ma be on the top. Привет, 6. Когда 75% скидка на МК, тогда куплю, но играть не буду. А зачем тогда покупать, если не играть? А, модели, ради моделек. Кстати говоря, Mortal Kombat 1 все-таки онлайн, ну, приподнялся немного после Omni-Man, после выхода Omni-Man. И, наконец-таки, онлайн Mortal Kombat 1 стал чуть-чуть выше, чем онлайн Mortal Kombat 11. Чуть-чуть выше. Не то чтобы прям намного, но чуть-чуть выше. И, кстати говоря, сейчас такая ситуация, что Mortal Kombat 1, ну, в Steam, естественно, Mortal Kombat 1 онлайн там, ну, примерно на том же уровне, что и Tekken 7, если я не ошибаюсь. Full турнир Эва по Tekken 6 на ютубе только искать. Конечно, есть, они есть. На чем играешь, стик или хитбокс? Ну, смотря во что. Вообще хитбокса у меня нету. Есть, ну, стик есть. На стике я играю, но на хитбоксе я не играю. У меня его нету. Even back at Evo, a lot of people were predicting you or Angry Bird to be the champ of that. How do you guys get so strong over there? Like, what is that process like? Honestly, so now obviously the connection allows us to play with Europe, allows us to play with Southeast Asia. So now we can play with guys like Hot Dog, Shanghai, Xian. So now we have more options to practice with. Back in SF5, online was only Middle East. So we didn't have options. Yeah. But right now we have options. We have matchups. Со стика на задвинутся геймпада. Ну, бывает, что могу сказать, да? К стику надо привыкать. He's a very offensive player, and he's also smart at the same time. This game requires a lot of meter management. I've even had players like Momochi, Tokido tell us that our meter management is amazing. I don't know. I feel like the game style just really fits me. It just fits naturally, you know. I don't really have to do something out of my Вот, кстати, вот видите, Big Bird и Angry Bird, они выступают на Street Fighter League US, в американской Street Fighter League. Не удивляйтесь, как бы, американская Street Fighter League, она включает не только американцев, но и там есть и европейские игроки, ну не европейские, а вот ближневосточные игроки, и есть еще и даже азиатские игроки, то есть не удивляйтесь, азиатская команда там тоже есть. Кстати говоря, именно азиатская команда стала лучшей командой Street Fighter League в Соединенных Штатах, как ни странно. Отдельные сеты по PT6, может быть, только отдельные есть. Не знаю, только я говорю только на ютубе. Смотри, ищи в основном на канале Evo2Kids. Это официальный канал Evolution. Так, ну что ж, топ-4 остался у нас. Это Angry Bird против Big Bird в винерах. И Фандроид против Real MF в лузерах. Best case scenario here for Big Bird is to defeat the training partner in Angry Bird and end up in winner side grand finals, because then you put all your trust and faith in your training partner to defeat whoever shows up in losers finals. Now, pure chaos, Big Bird loses here. Так, ну что ж. And then Fandroid or Real MF step up to the plate. Could do it. They could do it. They could do it. Ultimately,
Я так понимаю, начнем мы сейчас смотреть Angry Bird против Big Bird. Ну, в общем-то, два извечных конкурента в этом регионе, два сильнейших игрока этого региона. И, в принципе, Angry Bird, ему особо и не нужна эта поездочка уже. Ну, точнее, не поездочка, а это победа, потому что он свою поездку уже и так выиграл, победив на Evolution. Trying as hard as possible. And that is always something that I respect Big Bird, about these если guys. Big Bird выигрывает этот сет, то он оказывается в гранд-финале. То он оказывается в гранд-финале, что, в принципе, велика вероятность, что до этого же гранд-финала по лузерам дойдет и Angry Bird, и тогда Big Bird автоматически получит свою квоту. Но не забывайте, что Angry Bird на этом турнире играет за Кэмми, а вовсе не за Кена. То есть он как бы играет не в полную силу на этом турнире. Он все-таки нам известен как игрок за Кена, и, соответственно, он на всех турнирах играл за Кена. Но именно этот турнир он решил все-таки попробовать Кэмми. Ой-ой-ой, Спарелеру законфермил в никуда, в блок, и, соответственно, наказал его Big Bird. 10 seconds ago? Так, бросочек. И драйв-импакт. С драйв-импакта поднимается. Ой-ой-ой, какой глубокий дайв-кик от Angry Bird. Прессит в углу. Ох, Гладиус мимо. И за это получает сейчас Big Bird. Есть паниш, убивай. Хорош. Он за Кэмми весь турнир, Angry Bird за Кэмми прошел. Ой-ой-ой, ой-ой, Мити заходит от Angry Bird. Вот этот сетап с хулиган комбинейшена. О, господи, ДП. Так, Гладиус, плюсы. Ай, как просит. Бросочек в угол. Подъезжает драйв-рашем. И драйв-импакт! Всаживает Big Bird. Ага, ага. Да, будет О, боже мой, сейчас дамаг будет гигантский. Critical Art. Втаскивает Big Bird. Look at the damage. Look at the damage, пацаны. Ой-ой-ой. Нет, нет. Начиповал. Кажется, начиповал. Да, начиповал Angry Bird. Все вложил, вообще все, что было. Драйв-импакт. Хорошо встречает Angry Bird драйв-импактом. Скрауч лайт панчом поднимается Big Bird. Окей, протаскивает в угол. И кросап облочил Big Bird. О, господи. Подъезжает драйв-рашем. Так, рвет бросок. Сразу же конферм суперку. Окей. Так. Так, нашимил Энгри, и это 1-0. Он как бы говорит: я понимаю, тебе нужна поездка на Evolution, но это не значит, что я буду поддаваться. Ох, найс, прочитано ДП и наказано. Оп, дамаг Марисы, пацаны. Да, Мариса — это персонаж со страшным совершенно дамагом. Оп, ой-ой-ой, как сбивает. Здорово! И тут уже, конечно, она бы это Мариса в чип добила бы даже. Ох, и опять пульно, как в предыдущем бою. Так, СДП поднимается. Ой-ой-ой-ой, как заходит от Angry Bird. Прессинг, но рвет бросок Big Bird. Найс, найс. Бросок. Он был готов, Angry Bird, к этому драйв-импакту. И еще один драйв-импакт, а уже к этому не был готов. Ага, и это 1-1. Быстренько так. Ага. Перри! И прочитал, смотрите, Angry Bird. Ой-ой-ой, вы посмотрите на этот рашдаун от Angry Bird и миксап с хулиган комбинейшена. Жесть. Empty low. Вау, красава. Вот это сетапчики от Angry Bird. Так. Отлично добивает. Хороший.
She has hooligan, like we've all known that. She's got Так, Драйв-Раша подъезжает Биг Бёрд. Окей. Найс, драйв-импакт. Хорош. Интересно. Так, нашимил Энгри. И бросок забирает из Перри. Так. Ой-ой-ой-ой, да что ты, что ты, что ты? He's like, hey, drive impact. Прочитан, прочитан этот ДПМ и убивай. Прекрасно. Блин, да что такое? Господи, извиняюсь. И еще ДП прочитано от Биг Бёрда. И супер? Да. Это смерть. Это смерть. 2-1. Пульс Биг Бёрда. Вот оно, парочка ДП. Все. В блок. To decide that match right there. The old classic two-toucher. If you simply block, так. You might win. And that's what Big Bird was able to do. Angry Bird. Драйв-Раша подъезжает Angry Bird. Оп! Найс дэвтик. ДП? Конечно. Ой-ой-ой, и снова ДП делает все-таки на вейке Angry Bird. Знаете, он столько уже панишей сожрал с этого ДП в блок и все равно делает ДП на реверселе. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, не доконфермил Angry Bird, как так? И красап заходит от Биг Бёрда, ой-ой-ой, просто жесть. Вау. Ну да, да, вот этот дэмэдж. Вот, казалось бы, да, какая-то мизерная ошибка от Angry Bird, и Биг Бёрд просто за это всю жизнь снял. Матчпоинт для Биг Бёрда. Дайвкик заходит. Еще один сетап попытался сделать Angry Bird. Так. Оп, найс, выпрыгнул из броска. Перфект Перри. Хорошо, хорошо. Оп. Третий левел горит у Биг Бёрда. Это очень опасно. Так. Поймем. Все, смерть. И таким образом Биг Бёрд выходит в гранд-финал по венерам. Бам! Дамаг страшный совершенно. Совершенно страшный дэмэдж. Это Марица. Привыкайте. Понятно, конечно же, здесь наложилось еще и то, что Angry Bird не основным персонажем своим играет, но все равно. If I had to bet on any horse in the loser side besides Angry Bird, I think Real MF is going to have the best shot here, and Big Bird gave it his best shot as well, and it really came out strong. A couple of different errors on the side. Странно слышать вообще, про игроков в киберспорт, ну, в частности в файтинге, про какой-то там талант. О чем вы говорите? Какой еще талант? Здесь нет никакого таланта. Здесь очень-очень большая и упорная работа. Ой, хорош. Как набейтил Angry Bird. Again, it doesn't matter here. These players play against each other so often, and I mean, I don't think you're gonna see the depth. Минус Кэми, ну пока что не минус, конечно, но он же в финал лузеров спустился. Ну что ж, таким образом, Биг Бёрд в гранд-финале уже, ну а мы спускаемся к лузерам. Фандроид встретится против Real MF, соответственно, это у нас Люк против Диджея. А нет, наоборот, Диджей против Люка. Кена, скорее всего, и так понерфит, потому что уж слишком много людей там в топах за Кена играют. Реакция у людей разная, определяется она не талантом. Нет такого таланта, чтобы у тебя реакция была выше, чем у другого. Эта реакция тренируется точно так же, как и все остальное. You gotta take a look at the last two. So even if you're not seeing a cami, typically use Hooligan that much at the highest level, because Hooligan is very, very strong. Реакция у людей разная, определяется она не талантом. Нет такого таланта, чтобы у тебя реакция была выше, чем у другого. Эта реакция тренируется точно так же, как и все остальное.
get that ticket punched. It's hard. It's going to be 2 Kuwaiti players who are in line for that. We got Fandroid. Еще раз повторяю, ребят. Saw earlier, Real MF. Талант, он, ну, если он что-то и решает, то он решает, ну, 1%. 1% всего. 99% решает работа. И это в реальном спорте. А в киберспорте 100% решает работа. И 0% решает какой бы то ни было талант. Так что забудьте это слово. Здесь кто больше работает, кто больше изучает, кто больше уделяет времени игре, кто больше имеет практики, тот и выигрывает. То есть, это совершенно очевидно. Соответственно, здесь скилл измеряется в этом направлении, а не в том, что у кого-то там кто-то талантлив, а кто-то не талантлив. Что это за бред такой? Итак, поехали. Полуфинал лузеров, матч за выход в топ-3. Эй-эй-эй! Тащит сразу же в угол фандроид своего оппонента. Не нашимил. Оп. Так. Ой-ой-ой, jump and kick заходит от Real MF. Ага. Плюс... Оу. Да. Сразу же ДП прожимает фандроид. Ах, почти завифпанишил фандроид. И еще ДП на реверселе прожимает. Так. Хорошо останавливает, но, к сожалению. Так, оверхед. Нет, поблочил фандроид. Нету антиэра. Ой-ой-ой, еще и пропускает. Так. Суперку будет вкачивать? Нет, не стал. Real MF. И драйв импакт заходит. На вейке прожимает фандроид и раунд забирает. Ой-ой-ой, ух, нашумел Real MF. Не стал продолжать, видите, комбо, а именно нашумел. Окей. Вифпаниш. Ой-ой-ой, все летят куда-то не туда. Угу. Так. Убивай. Найс. Ах, не хватило! Не хватило! Один пиксель остается, но да, просто пнуть лайт-киком. И добивай. Так. Так. Реакция — это тот же самый навык. Реакция — это не талант, это навык. Так, ох, лоу. Так, все, запэрил. Real MF. Найс. И суперку третьего левела вкачивает фандроид. Окей. Так. И сразу же, смотрите, поднимается с краучлайт панчами Real MF. И тоже третий левел вкачивает. Окей. Все, заскейлилось, правда. Ага. Очень осторожен, Real MF, очень осторожен. Найс, анти. Ой, как нашимил, здорово! Убивай. 1-0 в пользу Real MF. Is that a troubling sign? Are we going to see the reverse 3-0 from Fandroid? Again, you got to think that there's a huge amount of experience between these two playing against each other. Absolutely. Вау, хороший бэкдэш. Как он пускает проджекты, стоя на месте, ведь диджею нужно назад зажимать по идее. А Морин Грей, а это талант такой у него, видишь? Ну, талант. Умеет он стоять на месте и при этом чарджить. Вот это и есть талант. Ах, где вифпаниш-то? Нету. Ага. Так. Бросочек. Окей. Так. Найс ДП. Хорошая. Кстати, Real MF очень-таки неплохо антиэрит. Реакция. ДП на вейке делает. Боже, как он рискует. Вифпаниш ошибается, но где же драйфраш? Фандроид мог уже убить, однако добивает при помощи
Драйв trying to опасно. back away from the ODM picks. That was definitely imminent. Yeah. And Fandroid was on the next level. The next playing field says, I know that you know, because we play all the time. Yeah, Так. exactly. Oh, nice. Хорошо. Рейсит в углу. Плюсами жмет. Подождал ДП сейчас. Man, that stand medium kick. So dang good. Ой-ой-ой, There's a свип. big chance here for Fandroid. No, I mean, he's not really overcommitting offensively. Oh, Очень так прям к прессингу стремится Фандроид. Yep. Скаучивает панчами, поднимается Real MF. Ей. Так. Underneath, and Fandroid could take the game, Найс, should хорошо. take the game. Прям отошел немножко, подождал, Keep it когда easy on himself. приземлится этот самый Real MF и стендлайт панчами встретил. Remember, a lot on the line. These players may be in the money, Так. but they're not 1-1. going to have to beat this opponent. It's going to be Angry Bird and Big Bird Так. afterwards. So this is a warm-up for the hot seat. Again, 2 for 2 Люк on the это anti-airs. Real ММА. MF has really adjusted well in the loose Вив side, паниш. in the walk Хороший back. от Real MF. Comes in clutch. 40% damage for your troubles, and Так, Android так. hasn't up-kicked out just yet, and it's because he only Контрхит. sucks Чё? the brick. Кого? Куда ДП пролетело в Real MF Android? makes it. Непонятно. Да, это, конечно, печалька. Вив паниш! Что машет вообще просто до ужаса Android много. Что это за вифы? Очень, очень много вифов, и за это он просто каждый раз получает люлей. Ага, хорошая ДП. Снова. Так. Ну, своим ДП поднимается. Оп! Найс приземлил. Подождал ДПшечка оппонента сейчас Real MF, но не сделал. Хорошо встречает через крауч мид панч. Это очень хорошая кнопочка для того, чтобы дистанцию держать у Люка. Ой-ой-ой-ой, плохо дело Android. Угол. Так, выгорание. Найс, FTF. Так. Третий левел горит. Третий левел горит. Бросочек в угол. Тихо, тихо. И да, все-таки драйв импакт всадил Android и забирает он раунд. Ху-ху-ху. С какого персонажа лучше вкатываться в СС6? О, Кен, Люк, Рю. Базовые такие персонажи. Так, так. Протащил в угол Real MF. Оу, ничего себе, как достал. Ах, плюс. Угол. Так, так. Air-to-air. Трейд заходит. У обоих третий левел горит. Это очень опасно. С драйв-рашем подъезжает Android, и третий левел он вкачивает. Подъезжает драйв-рашем, тут же Android, и раунд за ним. Найс, 2-1 в пользу Android. Вы посмотрите, как он повернул ход боя. Талант не иначе, пацаны. Если паниш, это при том, что Android очень много ошибался. Очень много. И очень часто он вифал какой-то просто идиотской хренью. It's the opposite story we've been seeing the rest of the day. Maybe the first loss is what powers them up. And all power is lost right here. This is looking so rough about the burnout. Ой-ой-ой-ой, тут уже на выгорание был Real MF. Тут сложно было выжить. Матчпоинт для Android. Against Real MF. No anti-air this time though. Just very light stuff for Real MF as he goes back to neutral here. Так. Driver's jab. Low. Just cool. Working out. Ой-ой-ой, крауч мид панчом машет. That's all right. Вив паниш, хороший от Real MF. Ага. Ага. Найс. Locked down by the peppering sandblast. Chooses not to rush. Medium kicking represented now. Бросочек. There's a rush from Fandroid.
Ой, какое хорошее ДПС сейчас было от Фандроида. И жмет в углу плюсы. Аверхед поблочил Реал МФ. Он ждет своего шанса. Он дождется ли... Оу, перфект перри. Так. Плюс. О, боже мой, рискнул, все, смерть. 3-1 в пользу Фандроида, да. Рискнул Реал МФ, видите, потому что Фандроид плюс свой получил, и Реал МФ в этот плюс попытался залезть экзовым ДП. Ну, овердрайв ДП. И, соответственно, это намерение Фандроид прочитал. И таким образом Реал МФ остается на 4-м месте, а Фандроид выходит в топ-3 по лузерам против Angry Bird. And it's going to be quite difficult. I mean, you've seen how well Angry Bird is able to fight the entire cast, DJ included. Sure. So you're going to have to show just about everything. We saw some really cool tech from Real MF, right? Yeah. At Air Flash Knuckle. What does Fandroid have ready for Angry Bird, right? Because what was presented to Big Bird? A couple of drops, and I feel like he's warmed up now, right? Very possible. Can you keep it clean and consistent? Because any drop against those two players spells death. Right? And we don't like spelling that out today. That is not what you want, Fandroid. Причем, повторяю, Фандроид очень много ошибался здесь. Может быть, вот эти вот его ошибки, которые позволили Реал МФ один бой взять, может быть, они и как бы от этого и пошло, что в последних боях Реал МФ ждал каких-то ошибок от Фандроида. И причем порой слишком откровенно. Возможно, из-за этого он и проиграл. Не стал прям напирать. Ну что ж, Фандроид выходит в финал лузеров против Angry Bird. И это будет матч за выход топ-2, соответственно, в гранд-финал. And if Fandroid beats Angry Bird, then the winner of Big Bird versus Fandroid. И, соответственно, если Angry Bird сейчас выигрывает этот бой против Фандроида, то Big Bird автоматически получает квалификацию на финал Capcom Cup. If he wins, you are guaranteed you have qualified for Capcom Cup. Whereas но не будем торопиться, все-таки Фандроид против Angry Bird не встретился по ходу турнира, поэтому... Right, I mean, he's going to play another match anyway, but it will actually matter for like a Capcom Cup qualifying outcome. Не будем говорить, что все так просто для него будет. Yeah, I'm just saying, the plane ride to the Capcom Cup would feel pretty different if both of them are qualified or one's going to the LCQ and one is qualified. Yes. So, now, I mean, keep in mind that the World Warrior for this region is next weekend, November 25th. So whoever doesn't do it this weekend still has a chance. Ну что ж, 2 матча осталось. So it's not like it's the end of И the я world, понимаю, что сейчас снова рекламная пауза 5-минутная перед финалом лузеров и, соответственно, гранд. And you don't want to have to think about it next week. You just want to be good to go for Capcom Cup. Oh yeah, and I love how the World Warrior is actually pretty indicative of the skill of the region, right? Because you look at it here, and even though Fandroid fell 3-0 to Big Bird, our top 3 ends up being Big Bird, Angry Bird, and Fandroid. К сожалению, я не помню, кто в прошлом году был на 3-м месте после Big Bird и Angry Bird. Не знаю, был ли там Фандроид вообще. Но в любом случае, если был, то второй год подряд там на 3-м месте оказаться, ну, условно говоря, а вдруг он выиграет сейчас? Мы, конечно, так говорим, что сразу хороним Фандроида, а вдруг он выиграет? Мы же этого не знаем. And make sure that you continue to look at the Buckler's Bootcamp because you can find information on characters, frame data, which is amazing to have, in-game events, rewards, and updates. Make sure that you осталось check out всего лишь Buckler's 2 Bootcamp матча, to make the most и of your мы Street Fighter 6 увидим, journey. кто же выиграет квалификацию от региона Ближнего Востока, Middle East. I've been doing that for 20 years, but I gotta tell you, I can't Ну и, соответственно, always присоединиться be competitive. Sometimes I like playing other types of games too, just to kind of take my финалистам mind off that a Capcom little Cup. bit. 48 финалистов Capcom Cup. Беспрецедентно много игроков.
Беспрецедентно. Little cuties. Это самый масштабный и самый такой массовый протур вообще из всех, которые когда-либо проводились. Даже с учетом того, что большинство турниров в рамках этого протура онлайновые. It's based on the motto praise and develop, which is the intention of Buckler's president. So feel free to register. Но не забывайте, что еще существует Last Chance Qualifier, который пройдет, на который отводится целых 3 дня. И если я не ошибаюсь, то кому-то из игроков, которые там типа 3-е места какие-то занимали, 2-е, 3-е места, то есть за шаг, за 2 до квалификации, им еще оплачивается поездка на Last Chance Qualifier. Ну, чтобы они еще там попытались счастье свое. Перерыв 5 минут. Oh yeah, the avocados are hand mashed, the chips are hand tossed, and everything is made fresh. You make it fresh every day? Yes, every day. The Chipotle way is we make it fresh every day. Sounds delicious. Street Fighter 6. Fighting is an art. And this is our canvas. Here we flex our style, our passion, our creativity, our skills. We come here to break rules, to bend minds, to change the game. This is where we make an impression. Кстати, мы сейчас видим лаунч-трейлер, то есть трейлер запуска. И это ужасно сделанный трейлер запуска. Нет бы нормальный, как бы, обычный, ну, лаунч-трейлер сделать. Нет, надо какого-то рэпера пригласить там известного, а не каких-то этих людей левых. Ну, то есть они вообще сняли какой-то идиотский ролик, если честно. Не знаю, мне вообще не понравился этот трейлер, вот честно могу сказать. Совершенно. Как по мне, ну, лаунч-трейлер мог бы быть и посолидней, и понормальней. А тут какая-то фигня, фигню какую-то сняли, блин. Но они типа хотели подчеркнуть, что вот комьюнити, сообщество, но лучше бы они просто как бы, ну, стандартный такой лаунч-трейлер сняли бы нормальный. С моментами, с упором больше на турнирную составляющую. Ну, в том плане, что турниры там, что вот это вот все, массовость и так далее, а не несколько чуваков, которые сидят в комнате там играют, и там типа еще и рэпер этот татуированный весь, еще и там куча татуировок там, типа вообще непонятно, чё к чему. Вот что такое файтинги, ну, в киберспорте? Хайп, там, огромное количество людей смотрят на больших стадионах, Evolution, черт возьми. Ну вот это надо показывать, блин, а не, ну, там, сколько там, 5 человек в комнате, которые сидят там перед телеком играют. Ну, камон, это как-то странно даже смотреть. Они же сделали нормальный трейлер, ну, в смысле, нарезка трейлера, это из Capcom, из предыдущих годов Capcom Pro Tour. А что, здесь нельзя было так сделать? Вообще обратили внимание, что в последнее время очень много, в частности в файтингах тоже, тема татуировок приобретает, ну, большой такой... Если раньше, ну, как-то всем пофиг было на эту тематику, что татуировки, не татуировки, плевать вообще. Типа,
то сейчас, ну, прям на это делается очень во многом, очень много у кого акцент. То есть, что в Mortal Kombat, вот вспомните, да, в предыдущей части Mortal Kombat, ну, персонажей с татуировками не было практически вообще, ну, практически не было. То есть, очень редкое это явление, потому что, ну, типа, на это вообще не заморачивались. А сейчас это прям на это акцент в Mortal Kombat 1, например, на это очень большой акцент делается, что вот, там татуировки, тут татуировки, у этих, у тех, короче, там все разные, там, и так далее. Вот. И вот в Street Fighter, ну, в принципе, тоже такая тема есть. Вот. В связи с чем, ну, такая популярность пошла, я вот лично не очень понимаю. Ну что ж, мы выходим на финишную прямую онлайн-премьер-ивента Ближнего Востока, региона Ближний Восток в рамках Capcom Pro Tour 2023. У нас впереди финал лузеров, ну и, соответственно, гранд-финал. Два боя осталось. Финал лузеров, напоминаю вам, это будет Angry Bird, который тут играл за Кэмми, против Фандроида, который играет тут за диджея. Ну и своего оппонента ждет Big Bird в гранд-финале, игрок за Марису, естественно. The player already qualified for the Capcom Pro Tour and EVO winner Angry Bird, right? That is true. That does speak to the consistency of results, maintaining consistency. Pretty cool to see, for sure. Again, just to reiterate, if you were tuning in for the first time now, as you mentioned, Angry Bird's already qualified for Capcom Cup. Вот. Понятное дело, что в этом бою Angry Bird Фандроид является фаворитом однозначным Angry Bird. Плюс ко всему, если он выигрывает этот бой, то Big Bird автоматически квалифицируется на финалы Capcom Cup. Просто потому, что Angry Bird уже имеет свою квалификацию по победе на Evolution. The outcome of this, determinative, in a sense, of who makes Capcom Cup. Yeah, definitely the pivotal moment of the tournament here for Fandroid. And the story's not done. Быть может, мы рано, так сказать, списываем со счетов Фандроида. Не надо забывать, что все-таки основной персонаж Angry Bird это Кен. Но здесь, на этом турнире, он весь этот турнир прошел за Кэмми. То есть, видимо, он все-таки экспериментирует с Кэмми и вот решил, что достаточно натренировался на ней, чтобы, в общем-то, играть на турнире. Это вполне возможно. Is the character he's been running with all weekend. I think it makes sense to try to put her under duress so that you as a competitor can like really gel, really figure them all out. On the other hand, не так уж много, знаете, прям известных Кэмми-плееров. Самым известным, естественно, является Панк, понятное дело, но все равно их не так много. Ну, понятное дело, что ему нравится. Поехали. Порвал бросок Фандроид. Ой-ой-ой, есть вип-паниш через свип. Обратите внимание, насколько прям осторожно начинает Фандроид. Вспомните его предыдущий бой против Люка. Просто как ураган перся вперед, но здесь он уже осторожничает. Хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой, спин прям почти с фуллскрина заходит от Angry Bird. Хорошо встречает поками Фандроид. Так, нету антиэра. Ау, контрпока зашла, но не продолжил Angry Bird. И еще бросок, порвал Фандроид на этот раз. Плюс. Так, отлично, рвет броски Фандроид. Ой, подъезжает драйфрашем. Хорош вейв-паниш. Ага, убивай. Ах, дроп, Фандроид, дроп. Ну, камон, просто камон. На выгорании Angry Bird стоит. Так, чипуй. No, he's not gonna get it in time. Angry Bird is away. Время. And he comes back in. Oh, jeez. Так, драйв импакт. Не зачем. О, боже мой, драйв импактом промахнулся Фандроид и упустил свой шанс забрать раунд. Да, ребята, обидненько. Контрпока. Оп. О, господи, трейд.
ДП, конечно же. Слишком откровенная напрыжка. Слишком откровенные напрыжки, фандроид. Вау. Вот это випаниш от Angry Bird. Убивай. 1-0. Пипец. Да, ребята, если ты упускаешь свои шансы, твой противник не упустит. Это, конечно, печально, что он так запорол. Мог убить, конечно, первый раунд забрать. Фандроид. Ой-ой-ой-ой, красавцем наказывает Angry Bird. И ДП ждал Angry Bird этого ДП. Наказывает. Прекрасно. Бросочек. Окей. Все. Фуцис подключает Angry Bird. Обратите внимание. Залетает при помощи лоу. Нету антиэра. Фандроид. Надо такой антиэр. Хорошо достает. Эй-эй-эй. Мити заходит от фандроида. Ждал ДП. Он ждал ДП. Крауч мидкик. Достает краешком хитбокса андроид. Ой, андроид, говорю, этот Angry Bird. И, соответственно, конферм смерть. Да, Angry Bird, он игрок на Кене. Но вот этот турнир он прошел на Кене. Так. Оп. Полку пропускает, все-таки сказать, панчи. Ох, как рискует фандроид. ДП поднимается. И опять драйв-раш заходит, господи. Теряется. Теряется очень прям фандроид. Джампер-кик заходит. Мити. Перфект перри. Окей. О, перфект перри, но смотрите, нет продолжения от Angry Bird. Убивай. Нет! Блин. Ну сейчас-то! Ну, фандроид! Ну, блин, не время экономить, камон! Бросок. Так. Чип. Да. Чипа хватило. Чипа хватило, ребята. Ну, конечно, фандроид. 2 раза он упустил свой шанс убить. 2 раза, черт возьми. Да. А Angry Bird не упустил уже. Я не знаю, может быть, в первый раз фандроид он решил просто сэкономить метод. Ну, я не знаю, не в такой же ситуации. Там просто ХП равное, там вообще все что угодно. Оп, отвечает Angry Bird своим драйв-импактом, все четко. Ага. И супер первого левела. Нет, не хватило. ДП на вейке делает фандроид. Ну просто все, разнос пошел, пацаны, все. Это все, это разнос. Angry Bird просто его переигрывает в конец уже. Драйв импакт всаживает. О боже. Так, свип. Ну что, будет ли звездный камбэк фандроид? Ага, бросочек вперед. Ай, есть випаниш. Ага, и суперку 3-го левела вкачивает он. There have definitely been some real nice things coming out of Fandroid. It's not like he's been only getting smoked. Так. There's been strength here for sure. It's just I don't know if over time. Спайлеру. Люси. Крауч мидкик. Заходит от Angry Bird. Так, стенка. А, нет, далеко до стеночки. Ой, нету антиэра. Снова фандроид. О, боже ж ты мой. Спин заходит. Все, смерть. Ой, красав, спин залетел сейчас от Angry Bird. Ну, все разводки, все зашли от Angry Bird. Жесть. 3-0. Ну что ж, фандроид. Шансы, конечно, были. Но, да. Упускаешь шансы, значит, расплата не заставит долго ждать. Но, тем не менее, фандроид 3-е место занимает в этом турнире. Как говорится, 800 баксов на дороге не валяются. А Angry Bird, как и положено, выходит в гранд-финал против Big Bird. Ну и это значит, что Big Bird
взял свою квалификацию на финалы Capcom Cup. Уже совершенно точно. Неважно, выиграет он гранд-финал или не выиграет. Это вообще не важно сейчас. Но я напоминаю, что за первое место здесь в этом турнире дается $2500, а за второе 1200. Так что есть за что побороться, за денежки. And you know what? He's happy because he has punched his best friend's ticket to Capcom Так. Cup 10 Ну и впереди нас ждет, соответственно, гранд-финал. Ну, вполне себе предсказуемый, понятное дело. Биг Бёрд против Энгри Бёрда. Биг Бёрд вышел по винерам. Ему нужно взять один сет до 3 побед. И Энгри Бёрд по лузерам. Ему, соответственно, надо взять 2 сета. 2 сета до 3 побед каждый. И знаете, что самое обидное? Android хорошо начал. Хорошо начал, но чем дальше шло дело, тем больше разваливалась у него игра. Because, I mean, people were asking the question when the $1 million was announced at the beginning of the Capcom Pro Tour, right? It's like, would you DP for $1 million in that decision? Well, there's only $1,250. Да, закончил, конечно, он плохо. Но ничего страшного, ну как бы третье место все равно. Третье место, и Android проиграл 2 очевидным фаворитам этого турнира. Так что, в принципе, хороший результат можно считать очень даже хорошим. Really put up one hell of a show. Yeah, definitely. I loved it. I loved everything we got to see here, and this is going to be one hell of a set. Итак, Big друзья. Bird versus Big Bird, the Nasser class. Бёрд против Бёрда. Abu Dhabi in the UAE. Big Bird originally from Algeria, but has been living in the UAE for a long time. Гранд-финал. Couple of guys who have been among the best in the world for Мариса против Street Fighter 6's lifetime. Ну, наверное, Кэмми. In Street Fighter 5 as well, we're Если он не решит сейчас Кена взять, конечно. Сейчас посмотрим. Нет, решил отыгрывать до конца на Кэмми. Погнали. Сразу с ФПЛР он начинает Angry Bird. И вы посмотрите, как рашдаунит сразу Angry Bird. Ага, заезжает Драйв Раша. I know you got through in winners, but I kind of want. Nice, nice, отлично. Super competitive matches all the time, so it is not to be expected. This could be a blow up either way, too. Футсис тоже подключает Big Bird. So I'm loving this so far. The slow scheme towards the corner for Big Bird. Так. Ох, как останавливает Драйв Раш, здорово. Хороший панеш от Angry Bird, меняет сторону. Оп. Господи, Супермен Панч. 2 Супермен Панча. Ага. Видите, эту дистанцию держит. На крауч мид панч. И хорошо, суперку первого левела вкачивает Angry Bird. Очень экономно. И, соответственно, первый раунд за ним. Вив паниш. Хороший. Через дайв-кик. Окей. Шими опоздал, Angry Bird опоздал. Но тем не менее, бросок. Окей. Мити пихает. Гладиус от Биг Бёрда. Гладиус респектит Angry Bird. Ага. Ой, хорошо, достает. И это смерть. Второй левел. Все непременно. Перфект. 1-0. Marissa's going to need DJ after that. The backbreaker, the back massage. Nice. His ability to switch up that pace has been huge. It's uncanny, like how scary it is, right? Because it feels like it's unrelenting, and then he's the most stoic player you've ever seen. Then he'll just be comfortable. Суперкой занимает. Да, по-моему, из Street Fighter 2 замовили. Все, жмет. Биг Бёрд очень осторожный. Посмотрите, как он на футе нажимает. Держит в углу. Так, Гладиус. О, господи, в кантер-хит заходит Биг Бёрд. И отличный дамачок. Посмотрите на дэмэдж, отличный. Ага. Мити тут же. Кантер-хит. Окей, сейф-джамп. Ага. Такой хитрый красава, Марис. Ой-ой-ой, как он спин останавливает, а? Найси. Раунд за Биг Бёрдом.
Антиэт? Нет. Ладно. Просто с Гладиусом поднимается. Окей. О, Perfect Parry. Хорош. Бросок. Спаралару. Well, he's got a little bit Так, на выгорании находится Angry Bird, командник. Драйфашн по 2. И еще один командник. Как опасно, как опасно. Достает краудслайд панчом Angry Bird, достает. И суперку второго левела вкачивает. Опять-таки, экономно, смотрите, да, как действует Angry Bird в плане ресурс-менеджмента. Spiral Arrow сразу начинает. Ай-яй-яй. Оверхед поблочил. Так, командник. Не контрпоку пихнула Angry Bird, но поздно. Крауч мидкик. Ага. Так. Вау, Perfect Parry от Big Bird'а. А, и он решил вкачивать суперку третьего левела. Но это, конечно, не убьет. С Perfect Parry очень много скейлится. Оп! Всадил. 1-1. Отыгрывает бой Big Bird. Тикс-ролл проходит. Гладиус. Вив-паниш. Есть вив-паниш через Spiral Arrow от Angry Bird'а. Так, прессинг, тикс-ролл. Ой-ой-ой, empty-jump бросок. Не ожидал этого Big Bird. Спэри поднимается, но на выгорании теперь еще одну Перри использует. Ох, но дайв-кик заходит все-таки от Angry Bird'а. Так, Супермен панч. Оп, оп, оп. Так. Стенку? Да, впечатывает в стенку Angry Bird. Хорошо. Вау, вот это контрхит. И супер третьего левела. Не убьет, конечно, но... Оп. Есть дамаг. Лоу проходит. Сам не поверил в это Angry Bird, а сейчас поверил. ДП? Да. 2-1. В финалах ни одного Кена. Но нет. Я тебе больше того скажу. В топ-16 ни одного Кена не было. Так. Окей. Дэмэдж. И на выгорании стоит Angry Bird. Вы посмотрите, сразу же после своего минуса крауч лайф панч пихает. Оп. Ой-ой-ой. Да, и ни одного JP, кстати. Ни одного Кена, ни одного JP в топ-16. Зато куча люков и куча диджеев. Найс. Еще раунд. А, нет, не раунд, тихо. Вау, Perfect. Блин, господи. Нету комбы. Зато куча люков и куча кэми. Почему-то. Так. Хорошо. Бросочек. Ой-ой-ой. Контрпока. Привет, Сибирин. Комод подкачается. Но я, кстати, думал, что он до третьего места дойдет. Но не судьба. Командник. Но у Хамуда будет еще шанс заработать квалификацию Ближнего Востока, потому что еще World Warrior финалы будут. Хорошо встречает через поки Angry Bird. А, гивик паниш? Нет. Так. Очень осторожен Angry Bird. Он ждет, пока выгорание закончится. Вив паниш! Ах, у него не было метра, чтобы законфермить через драйв-раш. Бам! Critical art. Окей. Это жесть!
Как он с мидскрина залетел, блин. О, боже ж ты мой. Просто, ты просто, не знаю, один раз в турнир видишь такой сетап, чтобы заходил. Ресет брекет. Ну что ж, Angry Bird скидывает Big Bird до блузера тоже. И теперь финальный сет. Anti-air option right there that Marissa brought up, but didn't work out. Прикольно было, прикольно. Мы и так не видим, что у Кэми там, чтобы Кэми часто пользовались хулиган комбинейшн. Таким сетапом. И подавно. Есть вип-паниш. Ага. Хорошее наказание от Биг Бёрда. Протащил до угла своего оппонента. Оп. Ой, дашь вперед и крауч лайт панчи. Мити жмет в углу. ДП на реверсале прожимает Angry Bird. Йоу, вив паниш, ничего себе. Так. Драйв-рашем подъезжает. Меняет сторону. Вот это, конечно, перемудрил, мне кажется, Angry Bird. Но он на выгорании остается. Так. Ох, какой вип-паниш, это смерть, конечно. Бау. Окей. Раунд за Биг Бёрдом. Побейтить решил Биг Бёрд, сделал ДП на реверсале, но Биг Бёрд уже просто ждал. И сейчас тоже ждал ДП, кстати. Оп, куда полез? Есть антиэр, прекрасно от Биг Бёрда. Ага. Оп, суперка, да. Третий левел, все, это смерть. Ресет брекет. Тот, кто вышел с лузеров, должен выиграть 2 сета по 3 боя. Соответственно, если выиграет первый сет, то это ресет. Ага. Бросочек. Найс. Есть антиэр. И командник. Как она вколачивает в землю, а? Смачно. Есть випание от Биг Бёрда. Обратите внимание, какую дистанцию держит. Выпрыгнул с командника, Angry Bird, но не успел наказать. Найс! Вот это паниш с Гладиуса. Оп. Так, в контрфокус залазит Angry Bird. Чуть-чуть хп у него остается. Найс, найс. Нет, не стал антиерить Биг Бёрд сейчас. Крауч мидкик заходит от Angry Bird. Все, протаскивает он в угол. Бросок. Окей, и вот в углу остается паниш. Драйв реверсал использует Angry Bird. И Биг Бёрд это прочитал. Наказывает и вколачивает еще и суперку. Сколько дэмэджа и крамплстан получает он с драйв-факта. Что, убьет? Да, убьет. Дамаг, пацаны, дамаг. Это Мариса. 2-0. Итак, один бой остается выиграть Биг Бёрду, чтобы выиграть этот турнир. Мити заходит от Angry Bird. Ага. ДП, конечно. И еще Мити залетает. Ой-ой-ой. Так. Бросочек. Ау, выпрыгнул из командника сейчас Angry Bird. И наказал. No more grabs for you. Окей. That's the only person to jump to in the universe. Гладиус. Nice dive kick. Еще Гладиус. Тут-то было. Уже на другой стороне Хэмми была. Драйв-импакт в стенку, да, впечатывает. ДП, окей. Угол. Ага. Еще. Так. Нет, порвал бросок. Крауч мидкик заходит от Angry Bird. Суперка будет? Да, третий левел всаживает Angry. Ну и должен убить. Да, этого хватит. 2-1. Перфект. Хорош. Ну что ж, Angry Bird отыграл один бой.
they have such contentious sets, and they play long Оп, sets. Владимир, Right? мимо. So they're not you. They're like the first to 2. All right, GG, shake my hand. No, they're like first to 300. Да, о, Because какой after it's a low Ферри. time, yeah, first to death. Сильно от Angry Bird было. There's a lot Ага, of years ага. left, 25 and 26 on the Бам. dock, so Так. Big Bird trying to find a way. Close this out now. Doesn't want to go to a 2-2, obviously, like you said, wants the win. And Angry Bird Утес, has changed up the ой-ой-ой, pace again. заукрашил сейчас Big Bird. Has soared right Включи in. Супермен Just панча give her a pair of wings и at жмет this в углу. point. О господи, сколько дамага. Setup Видите? yet again. Эршер выигрывает Big Bird. Now match point. Big И Bird это tournament has point tournament для Big point. Again, he's Bird. already qualified for Capcom Cup, but you want to do Так, it один winning the бросок. tournament. Хорошо, rather кавычки, than, причем you know, залетает Angry Bird. barely getting through in second place. No, get the W. And I love the layers there too, because Так. Big Bird has already established the command grab so many times. Пока. Right? So now Аверхед. he's Нет, unlocked поблочил the Angry air Bird. И air. вип-паниш. Angry Bird's trying to Конечно. jump back. Конечно. Exactly what I want. Найс. I don't want to be in the core anymore. Oh, but and there Jump it is. Roundhouse is the other Опять aspect. хотел Air Wow. получить. You want to Big air to Bird. air? All All the way right. through. I'll check you. Так. The wheel of options. Go back Так. to command grab. Yes. Well, we'll see if it even comes to that, because Big Bird killed Лоу all пропускает. Absolutely. He's going to get that third bar. Back throw. Ну что ж, третий левел туперки. И вот он, третий левел, да! Заживает. Много дэмэджа будет. Оп! Хорошо. Ну что, Angry Bird? Последний шанс. Последний шанс. И на выгорании остается Angry Bird. Чипует. Чипует! Да, и дожимает Big Bird 3-1. Ну что ж, таким образом, Big Bird выигрывает этот бой и, соответственно, забирает себе свою квалификацию заработанную. Сумел заресетить Angry Bird, причем ну, так, достаточно уверенно, но все равно Big Bird взял свое. I don't even know where they were at, because every single time one of them reacted and punished an option, they said, well, I've seen you do this before, so what if I just aired you? Посмотрите, когда удавалось Angry Bird на динамике именно сыграть, прям очень здорово. It's actually very interesting to watch Cammy with Hooligan. I mean, she's a strong character anyway. She's got great buttons and great уже pressure, пару раз et cetera, так et cetera. набейтил больно But to have that extra своего little bit of оппонента. trickiness is pretty cool. И вот сейчас на этот драйв реверсал тоже. That's what's so great about the pinnacle of players, right? They show you the things that you never thought that your character could do in such a consistent way. That really helps level up the rest of the scene. Да, right? дамаг Because Марисы, they конечно, are это such та prominent еще тема. figures in the scene. They show everything that they can, all the tech that they develop to the world, right? Because they want the world to be stronger. Ну что ж, таким образом озвучиваю вам результаты, друзья. Ну, топ-16. 13 место занимает Psy, игрок за Далсима, Сим, игрок за Люка, Учиха, игрок за Кэми и Legend G, игрок за Марису. 9 место забирает Вулкана Руссо, игрок за Люка и Гайла, Абудбой за Люка, Фрут за Бланку и Азиз за Люка. 7 место занимает Медплекс за Джури и YSFB за Хонду. 5 место занимает Аму, игрок за Диджея. И также 5 место Хамут, игрок за Чанли. 4 место Real MF, игрок из Кувейта за Люка. Его приз $500. Соответственно, 3 место Фандроид, также игрок из Кувейта. За диджея его приз $800. 2 место занимает Angry Bird за Кэмми из Объединенных Арабских Эмиратов. Его приз $1200. Ну и Big Bird, победитель этого турнира, игрок за Марису из Объединенных Арабских Эмиратов тоже. $2500 его призовой, плюс квалификация на Capcom Cup. Так что два ключевых игрока из Объединенных Арабских Эмиратов забрали уже 2 квалификации. Но не забывайте, что еще есть World Warrior ивент, который позволит еще одному игроку из этого региона попасть на финалы Capcom Cup. И кто это будет, там уже вопрос, потому что, как мы понимаем, Big Bird и Angry Bird уже не смогут получить эту квалификацию во второй раз. Вот, поэтому это
такой задел на то, чтобы третий игрок из Ближнего Востока смог представить свой регион. От Франции, ну, скорее всего, все-таки мистер Кримсон, я так думаю, потому что как-то понятно, что там есть очень много сильных игроков, реально сильных, но мне кажется, что Кримсон, если он тупить не будет, то должен пройти, по крайней мере. Кстати, по-моему, вот как раз-таки скоро и начнется. Да, как раз-таки начинается турнир по французского региона. Поэтому, ребята, я с вами на этом прощаюсь. Те из вас, кто сидят на Твиче, я вас сейчас перекину на турнир по... на французский ивент, короче говоря. То есть там будет решаться, кто из французов представит свой регион. Я на этом с вами прощаюсь. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам понравился топ-8. Удачи вам!